Всем привет, меня зовут Юра, у меня нет никаких регалий, о которых стоит говорить. Я играю в настольные ролевые игры, люблю их, и в частности люблю систему Fate, и люблю о ней рассказывать людям. И говорят, у меня даже неплохо получается. Не знаю, врут ли. А, В общем-то, еще раз повторю, о чем сегодня. Сегодня о том, что это за система, что она делает хорошо, что она делает плохо, чем отличается от каких-то более классических систем, чем она не отличается. Мы не будем изучать все правила вместе, которые есть, но пробежимся по основным, самым важным, как мне кажется. Остальные минорные, ну, каждый изучит, если захочет, это уже будет не так сложно. Возможно, по каким-то острым краям пробежимся, где люди путаются, чего они не понимают, и попробуем это непонимание развеять. Всегда сложно говорить о таких вещах, как чье-то непонимание, потому что оно у каждого свое. Вот. Но какие-то вещи, о которых я часто слышу, я могу о них сказать. Если честно, перед незнакомыми людьми в каком-то количестве первый раз вещаю, немножко начал голос дрожать, но я думаю, что сейчас чайка глотну, разговорюсь, и это пройдет. Такой мандражик. Все свои нормально, тут никто никого обвинять не будет. Да, привет тем, кто на записи будет слушать, это Рейн. Вот. Я тут в качестве моральной поддержки и новичка с каверзными вопросами. Так, думаю, можно начать. Что такое Fate? Fate – это система для ролевых игр. Она универсальна. Это означает, что она может поддерживать практически любой жанр игры, практически любой сеттинг игры. У нее нет своего сеттинга, но ее система правил вся основана на том, чтобы воплотить любую вашу задумку. И это не голословное утверждение, потому что очень многие правила сильно отличаются от систем правил, которые приняты в обществе, да, каких-то более традиционных, которые опираются на уже свои сеттинги и описывают их реалии. Правила Fate чаще всего не затрагивают конкретные реалии вашей игры, позволяя вам самим их интерпретировать. И сейчас я постараюсь раскрыть, каким же образом, какие конкретно правила. Начать Fate стоит с того, какие принципы система ставит во главу своего угла. Они называются не железные, а металлические правила Фейта и подразделяются на золотое, серебряное и бронзовое. Во многих системах есть такие правила, например, в той же ДНД. Я не помню, как звучит золотое правило ДНД. По-моему, если вам не нужны правила, то выкиньте их в помойку. Вот. В Фейте есть несколько похожее, но оно не золотое. Потому что самое главное и самое золотое правило Фейта – это сначала решите, чего вы хотите добиться, а только потом обращайтесь к правилам, которые подскажут, как это сделать. И это очень важная вещь в рамках Фейта, потому что правила здесь практически никогда не описывают, что происходит в нарративе. То есть у вас нету четкого правила, что произойдет, если вы ударите человека мечом, своего противника. Какого-то вот отдельного, да, который описывает все ситуации, когда вы бьете мечом. Потому что, когда вы производите атаку по противнику, по результатам атаки вы сами вольны выбирать, что произойдет. И чтобы вам было легче это делать, сначала решите, чего вы хотите добиться этой атакой. Если воин бьет мечом по противнику, давайте подумаем, чего он может хотеть добиться. Он может хотеть просто нанести ему вред, буквально пронзить его мечом. Это будет совершенно одна группа правил. Он может хотеть сломать щит, которым противник защищается, чтобы впоследствии ему было легче атаковать его. И это будет совсем другая группа правил. Это уже не будет атакой в прямом смысле, это будет скорее созданием преимущества над противником. Это игромеханический термин, мы попозже объясним, что подразумевается под созданием преимущества, да, но в целом это умозрительно понятно. И так далее. Сначала вы решаете, чего вы делаете, и потом обращайтесь к правилам, потому что правила, они флюидны, и они способны отражать ситуацию так, как хочется вам. Серебряное правило. Не позволяйте правилам вставать на пути логичного сюжетного поворота. Это очень важная вещь, которая говорит о том, что, во-первых, вы можете правила модифицировать под себя, и
fiction first. Вам важнее то, что происходит на игре, чем то, какие конкретные правила вы должны применять. И это означает, что любое решение, которое за столом звучит логично и все игроки его поддерживают, вполне способно существовать. То есть это узаконенное правило игры. Вы можете разрешать какие-то моменты так, как вам кажется удобным. С помощью каких-то конкретных правил описанных, с помощью правил, которые вы только что сейчас под себя подогнали из, скажем так, конструктора, который система предлагает. Или вы можете, в принципе, отказаться от правил в данной конкретной ситуации и разрешить так, как вам кажется логичным. В целом, Fate не так уж часто встает на пути логичного повествования, но если вдруг это случается, он сразу говорит: не позволяйте правилам ломать ваше логичное повествование, делайте так, как логично, а потом уже разберетесь, как там было в правилах. Вот. Это тоже важное правило Фейта, важный принцип, на котором он стоит. И третье, самое сложное и пугающее, называется бронзовое правило, а также принцип фрактала Fate. Сложное слово фрактал. О чем говорит бронзовое правило? Сейчас выдохну. Все, что угодно можно представить как персонажи. Так как правила в Фейте достаточно... Я бы не сказал, что они размыты, они вполне четкие. Просто они мягкие. Они могут подстраиваться под вас так, как вам это нужно. И поэтому бронзовое правило говорит: все в этой игре может быть персонажем. А значит, всему в этой игре можно наделить, все в этой игре можно наделить признаками персонажа, то есть его чертами. Это аспекты, это навыки, это трюки, это стресс, это последствия, это дополнения, это другие игромеханические термины, которые есть в системе. Если вы хотите, чтобы у гоблина чтобы гоблин был персонажем, у него будут стрессы, которые, отчасти заменяют хитпоинты, чем-то похожи на хитпоинты, да. У него будут навыки, через которые он будет атаковать, у него будут пункты последствий, которые тоже несколько похожи на хитпоинты, да, то есть которые нужно будет ему закрыть и выбить, чтобы он погиб. То есть гоблин может быть вполне себе персонажем. Это просто, на этом долго заморачиваться не нужно. Но из бронзового правила выходит также другое. Оно четко не описано, но оно есть. Если все что угодно можно представить как персонажа, то все что угодно можно и не представлять как персонажа. То есть если вам не интересно выбивать из гоблина дерьмо, сбивая с него ХП, гоблин может стать аспектом. То есть он может стать препятствием, угрозой, это игромеханические термины, и вы сможете разрешить проблему гоблина совершенно иными механическими блоками. То есть вам не обязательно устраивать с ним драку. Стоит ли? Это уже решать вам. Именно об этом мы говорим в золотом правиле, потому что золотое правило говорит не только о заявках игрока, но и о том, как мы будем подходить к интерпретации. В каждый момент времени мастер тоже сначала должен решить, что ему от игры надо, чего он хочет добиться и чего он хочет перед игроками поставить, а потом думать, какие правила ему в этом помогут. Если он хочет сделать потную боевку, он может сделать гоблинов персонажами. Гоблины – это, конечно, собирательный термин, это не обязательно буквальные гоблины, это любые существа, любые противники, которые вам нужны, да. Он может сделать гоблинов персонажами. Если никто не заинтересован в боевке, и вы уже плотно там подрались, и вам это просто неинтересно, гоблин может стать преградой, каким-то аспектом, который вам нужно преодолеть, используя другие системы правил. Они могут быть более глубокими, чем драка, могут быть менее глубокими, чем драка. Вы сами решаете, что является чем в вашей игре. С этим вроде бы разобрались. Вообще, если упороться, то можно представить, что сама игра тоже является персонажем. И это, кстати, довольно полезно, потому что игру можно наделить аспектами. Аспект – это то, что описывает все вещи в этой игре. Мы следующим блоком к ним сразу же перейдем, так как это один из самых важных компонентов Fate. И вы можете наделить игру аспектами. И эти аспекты будут постоянно взаимодействовать с вами. То есть вы будете буквально взаимодействовать с той игрой, в которую вы играете. Может быть, звучит замудренно, но впоследствии я вернусь к этому и попробую развить, когда мы будем знать, что такое аспекты. Я тебя немножечко перебью, если можно, потом в конце или там я потом вырезку какую-то сделаю. Чисто на примере как-то пройтись, как это все от начала и до. Конечно. Угу.
Еще раз повторить все вкратце, да? Я правильно Нет, понял? нет, я имею в виду, потом в самом конце можно попробовать, как бы, с чего начать вообще по порядочку, чтобы можно было вот прийти и начать играть. Ну да, я думаю, к этому подойдем плавно. Итак, в системе фейта есть две важнейшие вещи в правилах, без которых фейта не бывает. Вы можете изменить все, что угодно, но эти вещи вы изменить не можете, потому что без этих вещей это уже не фейт. То есть это самый корень. Это две вещи – аспекты и жетоны судьбы. Итак, вначале аспекты. Что такое аспект? Аспект – это некоторая емкая фраза, она может быть длинная, она может быть короткой, которая описывает какую-то часть вашего игрового мира и является нарративной правдой. То есть, если где-то на столе написано, что есть аспект, идет дождь, то дождь действительно идет. Это правда, и это факт игрового мира, с которым вы можете с помощью правил в дальнейшем взаимодействовать. Если о вашем персонаже написано, что он лучший мечник Севера, то он лучший мечник Севера, со всем из этого вытекающим. Поэтому, что аспекты делают? Они рассказывают о том, что в вашей игре действительно важно. Потому что аспектом является любая важная информация, которую вы можете захотеть использовать. Но не абсолютно вся информация, которая существует, является аспектом. Тот же пример с дождем. Если вы в какой-то условной игре, которая, может быть, даже никогда не будет существовать, решили пройтись до магазина, и мастер сказал, что на улице дождь, нужен ли вам аспект дождь? Сильно ли помешает он вам пройтись до магазина полквартала? Скорее всего, нет. Я думаю, что в этом случае вам не нужен аспект дождь, и это просто остается условием описания. Но если вы преследуете группу противников по пересеченной местности, по степи, и вдруг пошел ливень, то вам будет намного сложнее передвигаться по нему, и вам будет намного сложнее разбирать следы под ливнем. И тогда дождь станет игромеханическим аспектом, заимеет игромеханический вес, игромеханическую цену какую-то, да, и, возможно, вы даже будете сражаться с этим дождем как с персонажем, используя бронзовое правило Fractal of Fate. Если вам будет интересно использовать именно конфликт с дождем. Да, если любая вещь может быть персонажем, она, естественно, может быть вашим противником, который вы можете, отмудохать и нанести ей какой-то вред. И правила помогут вам это оцифровать. Значит, аспект – это игровая правда. Это та вещь, которая важна вам. Аспект 1 минуту может быть важен, а потом станет неважным, и он перестанет быть аспектом, да, если это ситуативный аспект. Аспекты есть в фейте у всего. Они есть у персонажей. По-хорошему, они есть у игры. Существуют аспекты игры. И они описывают разные вещи, с которыми вы будете взаимодействовать. Они акцентируют внимание на самом важном в вашей истории. Вы постоянно видите их и постоянно напоминаете себе о том, что вы выделили как важное. Аспекты персонажа напоминают игроку о том, как правильно отыгрывать его персонажа, какие у него сильные и слабые стороны, он видит их постоянно. Аспектов у персонажа 5. Их можно сделать меньше и недостающие дописать потом. Игра предполагает, что это вполне себе релевантный вариант начала игры. Если вы не можете придумать интересный аспект, с которым хотите играть, просто поиграйте этим персонажем одну сессию, а там в конце вы что-нибудь придумаете, наверное. Или оставьте его без какого-то аспекта на какое-то время, пока не захотите добавить ему что-то. Может быть, он приобретет какие-то изменения во время игры, и вы захотите их отразить как недостающий аспект. В целом, да, у персонажа 5 аспектов. Они подразделяются на некоторые категории. Первый аспект персонажа – это его high concept. По-русски вылетело из головы. Концепция, да. Ага. По-русски просто концепция. И это означает буквально то, что означает концепция. Что это? Давай, допустим, журналист. Журналист-телевизионщик. Журналист-телевизионщик. Это уже может звучать как концепция, законченное все. Мы закончили. Отлично. Мы попозже поговорим о том, какие аспекты хорошие, какие аспекты не очень хорошие, да, но в целом, если не вдаваться в детали и не думать, как это будет играть пока что, журналист-телевизионщик уже готово, все. Второй аспект, который есть у персонажа, тоже очень важен,
Он как концепция его определяет, и это аспект проблемы. Fate предполагает, что вы будете играть в игры, похожие на кино, на книги, на театр, на какие-то медиа, и он очень сильно взаимодействует с драматургией повествования внутриигрового. Поэтому все персонажи имеют аспект проблемы. Вот. По-английски это trouble аспект, по-русски аспект проблемы. Скажи мне, у твоего телевизионщика, журналиста, какая у него проблема? Вот что не дает ему жить? С чем он постоянно сталкивается, что мешает ему забыться в счастье? Вот какая-то самая яркая его проблема. Это может быть внутренняя черта. Что ему не нравится в себе, что рушит его жизнь, по его мнению, да, и по мнению окружающих. Это может быть обстоятельство какое-то, в которое он попал. Это может быть изъян в нем, физический, психический. Ну, это можно и во внутреннее включить, но разграничим, да, то есть, в принципе, любая проблема. Как насчет того, что он хочет каких-то острых ощущений, в принципе, готов был бы поехать в какую-нибудь горячую точку, там, проводить свои репортажи, но при этом он боится? Вот он хочет, но боится. Это пойдет? В целом, да. Аспект – это некоторая емкая фраза. Давай попробуем как-то сделать более емким. Я бы сказал, что здесь фигурирует такой аспект личности, как адреналиновый наркоман, может быть, да? Да, как вариант, например. Да, это немножечко по-другому, но можно. Не знаю, стоит ли включать сюда несколько вот граней, что он и хочет, прям и боится, да? Потому это что... я из ВТМа просто пришла, поэтому у меня там внутренние и внешние конфликты. Конечно, но аспекты же на этом не кончаются. Вот. Но если не переусложнять, то его как бы траблом может быть адреналиновый наркоман. То есть это вещь, которая, ну, она уже не в норме. Это чувак, который лезет вот прямо туда, куда совсем не надо. Он получает из-за этого травмы, страдают его близкие, но он ничего не может с этим сделать. Он адреналиновый наркоман, и когда в его крови начинает пульсировать извиняюсь, появился тот самый адреналин, все, ему срывает катушку, он несется. Ну, допустим. Это вполне может быть аспектом проблемы. Можно, конечно, написать трусливый адреналиновый наркоман и рассказать, как это все должно вместе работать, потому что концепция не самая простая. Хочет быть адреналиновым наркоманом, но обстоятельства держат его в комфортной зоне, а если его вот пошлют куда-нибудь в горячую точку, он пересилит, возможно, этот страх. В принципе, нет проблем в том, чтобы быть трусливым адреналиновым наркоманом. Это вполне звучит как концепция. Нужно просто чуть побольше объяснить соигрокам, как это должно работать в вашем представлении. Да, потому что, ну, так как Fate работает на фразах, хорошо бы нам договориться немножко перед игрой, что эти фразы означают. Это не сложно, и это недолго обычно делается. Этого не написано в книге правил, но обычно на играх, в которые я играю, используется простой лайфхак. Когда игрок записывает аспект, он пишет пару примеров, где этот аспект ему помогает, как он делает его сильнее, и пару примеров, где этот аспект ему портит жизнь, делает его несколько, не слабее сказать, да, но приводит к каким-то трудностям. Да. В дальнейшем 3 аспекта еще остается, и обычно это отводится на свободные аспекты. В самой книге представлена система, которая называется «Три фазы». 3 фазы говорят о том, что вы должны придумать 3 небольших истории, где персонажи игры встречают друг друга, как-то взаимодействуют и влияют на истории, да, вот эти, и последствием вот этих взаимодействий друг с другом они... О, Ника, извиняюсь, что сбился, Ника. Найди какие-нибудь чарники, пожалуйста, потому что мне будет супер сейчас неудобно, не знаю, пару персонажей каких-нибудь. У тебя же, валяется где-то. Потом скинешь, посмотреть. Или стол какой-нибудь балдежный, фейтовый, красивый. С Никой мы играем вместе, это Ани в чате. Вот, о чем я говорил? Извиняюсь, что сбился. Забыл мысль. Про фразы. Точно. 3 фазы. Фазы. Да, 3 фазы. Вы придумываете 3 каких-то истории, где каждый персонаж фигурирует,
В одной истории один, в другой истории другой, в третьей вы фигурируете в истории третьего персонажа какого-то, и последствием вот этого вот влияния на истории других вы выделяете какие-то свои аспекты, которые что-то еще о вас рассказывают. Мне кажется, что это чересчур усложнено, и можно от этого отказаться и написать просто 3 свободных аспекта. Еще 3 факта о вашем персонаже. М, Не знаю, там Просто любые 3 факта. просто любые 3 факта, с которыми нам интересно играть. Конечно же, аспекты — это всегда то, что важно для нашей игры, то, А, с чем нам будет мгм. интересно взаимодействовать. Персонаж любит шляпы. Пойдет? Будет ли с этим действительно интересно играть? Сколько мы сцен можем построить на том, что персонаж любит шляпы? В А, целом никаких прям строгих совершенно правил нет, но мы всегда должны задавать себе вопрос из золотого правила, чего мы хотим добиться. Да? Сначала решите, чего вы хотите добиться. И когда мы пишем аспекты, мы тоже можем подумать, чего мы добиваемся каким-то аспектом. Э, Можно не думать об этом слишком долго, но держать в голове, как это будет работать, в принципе, неплохо. Да, ну давай, поэтому давай соберем это все из чата. Вот смотри, он кошатник, шахматист из семьи олигархов. э, зависит от того, конечно же, о чем наша игра. Нам тоже стоит держать, да, в голове, про что мы играем и какие аспекты на нашей игре уместны, какие черты персонажа для нас интересны. Да. То, что персонаж кошатник, вполне может быть фактом о нем, но не обязательно должно быть игромеханическим аспектом. Мгм. Если кошки имеют большое значение в нашей игре, конечно же, да, почему нет? Но, например, семья олигархов — это классная вещь, которая, в принципе, работает в большинстве историй. Она говорит о персонаже некоторый факт. Нелюбимый сын семьи олигархов. Вот я бы так улучшил этот аспект. Это, может быть, даже был бы трабл его, если нам интересно играть в то, что он нелюбимый сын, и в его экзистенциальные проблемы из-за того, что у него есть все деньги, которые только у него есть, да, огромные бабки, Мгм. но он никогда не знал любви. Это может быть его проблемой. Если же мы не углубляемся во внутренний мир персонажей, и нам интереснее то, что у него просто есть деньги, то сын семьи олигархов вполне может быть аспектом. У семьи олигархов могут быть какие-то свои проблемы. Это может накладывать на него какие-то отпечатки, и это, конечно же, говорит о том, что у него есть материальное обеспечение и связи. Потому Ну, я что даже больше из его скажу, истории. здесь маленький вброс из моей социально-педагогической практики. Даже из богатой семьи дети могут воровать, потому что хотят привлечь внимание. А может, это просто от родителей, но нет, нет. Почему бы и нет? Патологический клептоман может быть и траблом, и, в принципе, может быть умелый клептоман, да, успешный клептоман может быть аспектом, который не трабл, он такой, типа, несет в себе и негативные качества, и хорошие. Если он успешный клептоман, значит, он, ну, довольно хорошо может воровать, и он такой, типа, у нас вороватый получился, и он из семьи олигархов обеспеченный, но при этом еще и ворюга. Типа, мы уже знаем об этом персонаже какую-то часть фактов и того, как его применить на этой игре. И мы Олигарх, уже знаем о ворюга, некоторых по-моему, это проблемах. вообще истина. Да, и мы уже знаем о некоторых проблемах, с которыми он столкнется на игре, потому что из его аспектов, естественно, проистекают сложности, с которыми этому персонажу придется сталкиваться. А, Вот, с аспектами сейчас еще немножко поговорим. В принципе, все 5 аспектов вот мы уже проговорили. На Fate существует много разных хаков, миров, которые добавляют там сеттинг, как-то специализируют систему под конкретные сеттинги. Они часто модифицируют аспекты вот эти дополнительные. Вот основной аспект и трабл аспект, они всегда неизменны практически, кроме там каких-то совсем исключений. А вот эти 3 свободных, но некоторые игры дают им еще какие-то спецификации. Например, бывают игры там про самураев, да, где один из аспектов будет убеждение там, или личный кодекс. И у каждого самурая будет аспект, который будет говорить что-то о его вот личном моральном кодексе, о его личных убеждениях. Потому что нам, допустим, интересно это на игре, и почему бы и нет. Пусть так и будет. Какие Вот. А еще может, бывают эти дополнительные аспекты, просто чтобы примеры были какие-то? да совсем любые. Компьютерный гений, Мгм. э, там, я хочу чего-то добиться в жизни, у меня фамильный доспех отца, я прирожденный ловец крыс, там, работал ловцом крыс, там, не знаю, полжизни провел в канализации, поэтому если вдруг нам придется на игре
отправится в канализацию или во что-то похожее, да, то персонаж, который провел там полжизни, будет как рыба в воде. Отец требует, чтобы я чего-то добился в жизни. Тоже может быть аспект. У нас есть отец, и он чего-то требует. И типа, ну, это скорее под trouble, возможно, подходит уже, да, под проблему. Все аспекты в целом несут в себе некоторые проблемы. Это хороший тон написания аспектов. Но вот самая большая проблема, которая прям составляет персонажа, это уже trouble, да, но все остальные тоже должны негативную коннотацию нести. Поэтому переходим сейчас к примерам некоторых аспектов и к тому, как сделать хороший аспект. Итак, тут очень простые критерии. Хороший аспект несет как позитивную, так и негативную сторону. Об этом я только что сказал, но вот еще раз выделяю. Это первый пункт. Он как говорит что-то о силе персонажа, который он может применить на благо себе, так и о его слабости. Это хороший аспект делает. Пример из книги. Есть аспект компьютерный гений, который я назвал, но нам кажется, что он недостаточно хорош, потому что что он говорит плохого персонажа? Мы, конечно, можем додумать, но зачем нам додумывать, если мы можем сделать аспект, который просто будет более четким? Нам нужно переписать два слова. Поэтому книга предлагает сделать компьютерного гения аспектом компьютерный задрот, что сразу будет нести уже несколько иную коннотацию. Оно все еще говорит о том, что хотел выразить игрок, но делает это более интересно, потому что компьютерный задрот – это, ну, такое, как бы, мы уже примерно начинаем представлять чуть больше об этом персонаже, чем если он просто компьютерный гений. Ну, Хотя не можно то, что компьютерный пойти гений был даже прям… дальше, сделать его повернутым на технологиях в целом. Да, повернутым на технологиях техноманьяком, например. Если у нас какой-нибудь sci-fi, там, не знаю, Да не технопанк, обязательно. сеттинг. Мы можем все что угодно написать, и в этом наша файтовая сила, да, понимаете, нас никто не ограничит, не придет ролевая полиция, не скажет, нет, не так, так нельзя написать, потому что главное подумать, как оно работает и как нам с этим играть. А как нам с этим играть? Ну, то есть здесь нету какой-то глубинной механики, если написано, что там не могу ни минуты прожить без дозы никотина, да, например, то мы уже понимаем, что персонажу придется искать никотин. Не знаю, будет ли это проблемой. В какой-нибудь военной драме, где сигареты являются деньгами, буквально, да, ну, не военной драме, а, знаешь, такой, как… Тюремной драме. War of Mine. Ну, тюремной, да, или This War of Mine, где про простых людей в ситуации там с войной. Блин, как-то я не хотел… Актуально пошла, блин, простите. Сигареты могут быть деньгами, и тогда никотиновый наркоман не может ни минуты прожить без сигареты. Для нас станет, ну, тем, во что мы будем играть, потому что чувак в какой-то момент скурит все, что было в заначке у группы, и придется с этим разбираться. После какого-то психа, там, типа, все, ты не выдерживаешь, слишком много для тебя стресса, тебе срочно нужна сигарета, и кажется, ты видел, как этот парень прятал ее. Пусть он тебе ее отдаст, давай, иди к нему. Можно Уже играем. сделать поострее, он прятал ее в очке. Ну, если такая острота вам по вкусу, почему нет? Уже сами решайте. Значит, дальше. Имеет как позитивную, так и негативную окраску. Говорит больше, чем одну вещь. То есть аспект должен быть и лаконичным, но при этом хорошо бы, чтобы он рассказывал о нескольких фактах. Вот как раз-таки аспект, который я приводил. Мой отец требует, чтобы я чего-то добился, или Легион требует от меня безоговорочной верности, говорит несколько вещей. Это не какое-то супер строгое мега-правило, но неплохо бы подумать о том, чтобы сообщить как можно больше вещей через свою фразу. Если вы можете добавить еще какую-то сторону, которая фигурирует в вашем аспекте, ну, попробуйте, добавьте, да. Можно сказать просто «я безоговорочно подчиняюсь», а можно сказать, я безоговорочно подчиняюсь Ковену паука какому-нибудь. И все такие, а что это за Ковен паука? И мы расскажем что-нибудь о Ковене паука, и окажется, что с этим можно создать целую историю. Вот. Поэтому старайтесь добавлять в аспекты чуть-чуть побольше информации, но при этом, чтобы они оставались в одной лаконичной фразе какой-то. В небольшом предложении, может быть, как максимум.
Очень хорошая техника добавлять прилагательные, особенно к аспекту концепции, да, можно сказать, лучший мечник и... Не лучший мечник, тут уже есть прилагательное. Как бы что-нибудь придумать. Я так скажу, лучше добавлять прилагательные вообще везде, они Да, лучше везде разукрашивают. добавлять прилагательное. Но вот, допустим, у нас есть аспект волшебник, огненный волшебник круга магов, а можно сказать неуравновешенный огненный волшебник круга магов, и будет гораздо интереснее. Да, ну и тут третье правило аспекта, он четко сформулирован. Хороший аспект, лаконичный, четкий и убедительный. Он не обязан быть сухим и лишенным поэтичности, он может быть иносказательным. Главное, чтобы он был понятным. Если он непонятен вот сразу, как звучит, или есть какие-то белые пятна, ну просто спросите о нем, если это не ваш аспект, и расскажите о нем, если ваш. Как вы его видите, как он работает на игру в будущем, по крайней мере, в теории, да, и тогда все поймут, как с ним работать. А работать с аспектами других персонажей и особенности мастера, да, очень нужно в этой игре. Потому что аспекты – это буквально основа всей нашей механики. Вот. Еще несколько примеров аспекта персонажа, какие они могут быть. Они могут выражать какие-то значимые особенности характера или убеждений. Например, я никогда не оставлю девочку в беде, или я для своих солдат как отец, или хороший колдун – это мертвый колдун. Это могут быть какие-то факты из его биографии, типа рожден в космосе, обучался в школе меча, или тот же репортер Гонза газеты, репортер Гонза журналистики, да, что-нибудь такое. Это может отражать и его имущество, отцовский фамильный доспех. Если нам важно в нашей игре, кто в чем щеголяет, если у нас какой-нибудь фэнтези, допустим, не дай бог, то отцовский латный доспех вполне себе может сойти как аспект. Я бы не сказал, наверное, субъективно, что это лучший вариант, но это возможный вариант. Если особенно ваш отец чем-то нехорошим прославился, и на вашем отцовском латном доспехе герб, который в территории, в которой вы существуете, скажем так, может косые взгляды вызвать, ну почему нет? Это вообще очень даже да. Понятно, вроде. Еще аспекты бывают и у всего остального, они бывают у персонажей мастера, они бывают у окружения, как я уже говорил, идет дождь, тоже может быть аспектом, или скорее выбивающий дух ливень, да, вот уже получше. Почему бы это не быть аспектом? Да, бывают ситуационные аспекты, их мастер может временно выкладывать на сцену, и они будут взаимодействовать на эту сцену, покуда они нужны. Когда сцена сменится, они могут перестать существовать. Тут нету никаких четких правил, когда они вводятся, когда не вводятся. Типа, вам нужен аспект, вот он появляется. Естественно, не просто вот так вот каждый раз по щелчку. Аспект всегда должен быть связан с происходящей в фикшене ситуацией. И если ничего не предвещало о том, что выбегает стадо вепрей, то вряд ли стадо вепрей должно выбежать. Давайте подумаем о чем-нибудь еще. Если особенно мы в городе в каком-нибудь, да? Откуда в городе стадо вепрей? Это глупость. Пошел в жопу, зачем ты такое предложил? Как-то так это работать должно, по крайней мере, в уме. Вот, про аспекты мы вроде бы как изрядочно поговорили. В чатике Аня скинула множество примеров аспектов с реальных игр, с небольшим описанием, которое добавляют игроки, чтобы было проще считать его, с примерами, как эти аспекты работают, да, как где они в плюс, где они в минус персонажу, где они вызывают проблемы, где они их решают. Можете ознакомиться. Так. Использование аспектов в отыгрыше. Да, как я уже говорил, еще раз выделим это. Аспекты являются непосредственно игровой действительностью. Если мы задали аспект, это факт. И ничто не может противоречить этому аспекту, кроме создающегося по механике аспекта, да, который как-то может вас сковать. То есть если вы самый сильный, там, не знаю, самый ловкий мужик в мире, то если вас связали стальной цепью, то не такой уж вы уже и ловкий, если вдруг удалось. Ну, понимаете, да, в какой-нибудь боевой ситуации, если на вас накинули сеть, то ваша ловкость перестает быть правдой в данной конкретной ситуации, пока на вас сеть.
если вдруг она на вас попала. Конечно, никто не говорит о том, что вы не можете защищаться от этого, как и всегда. Сейчас найду шпаргалочку. Вот она. Как взаимодействовать с аспектами? И какая вторая часть очень важная в фейте есть, кроме аспектов? Я ее уже упоминал, это жетоны судьбы. Жетоны судьбы – это метанарративная валюта. Жетонов судьбы не существует в мире персонажей. Так, что насчет крупных, вопросик появился, что насчет крупных аспектов, типа был укушен оборотнем или ходячий мертвец? А что насчет их? Внутри боя? Ну, если тебя оборотень укусил внутри боя, то ты укушен оборотнем, поздравляю. Ну, типа, это факт. Что ты с этим сделаешь? Если ты не хочешь быть укушен оборотнем, ты имеешь право защищаться от укуса оборотня, когда он пытается тебя укусить. То, что ты ходячий мертвец, может быть фактом, если это уместно в вашей игре. Как и совсем в этом мире, чтобы провести хорошую игру, ну, сначала определитесь, во что вы собрались играть, и уже исходите из этого. Аспекты не должны существовать в вакууме, они в идеале должны быть связаны с вашей игрой, чтобы вам было интересно с ними играть. Если кто-то пытается сделать аспекты какой-то всратой дичи, ну, скажите ему об этом сначала мягко, скажите, что вроде бы игра не про это, объясните, про что игра, и если он нормальный человек, он поймет и напишет хорошие аспекты. Если ненормальный, то, наверное, лучше расстаться с ним сейчас, чем пожрать кактус. Если твой персонаж оборотень, как с этим справиться мастеру? Водить оборотня? Со всем вытекающим из того, что он оборотень. Ну, я не знаю, как с этим справиться. А как мастера в целом справляются с вещами? А если твой персонаж нищий, как с этим справиться? Извини, конечно, что я несколько утрирую в ответе на вопрос, но это буквально, ну, как-то так. Водить игру про это. Если вы изначально не договорились, что... Ну, если вы договорились, что вы играете про вампиров, то логично, что все ваши персонажи будут вампирами. То есть и то, что ваш персонаж оборотень, ты, конечно, можешь прийти и сказать: слушай, мастер, давай мой персонаж будет оборотнем. И если вы логично уместите это в вашу историю, что оборотень тут тусуется среди вампиров, и почему-то его не прогнали в зашей, не убили, и он не убил всех остальных, то почему нет? Играйте в это. Кто вас остановит? Это ваша игра. Вот. Ну, я только так могу ответить. У меня, к сожалению, никакого ультра решения с неба нету. Ну, типа, что делать, если персонаж оборотень? Игровыми методами это решать за столом, среди людей. Если уместно, играйте. Если неуместно, ну, придется от чего-то отказаться. Не бывает игр про все, понимаете? Если вы договорились играть в вестерн, странно, что здесь ниндзя. Пожалуйста, перепиши аспект, мистер ниндзя. Мы в вестерне, здесь нет ниндзя, здесь шерифы, разбойники, куртизанки и все такое, картежники. Давай играть в нашу игру. Ну, как-то так это решается. Так. Да. Переходим к жетонам судьбы. Жетоны судьбы – это метанарративная валюта игры. Она существует только в поле вашей игры, ее нет в фикшене. Персонажи не обладают жетонами судьбы, но ими обладают игроки. Fate в целом больше про то, чтобы управлять повествованием как, ну, наряду с режиссерской позицией. Он за то, чтобы вы сами думали о том, в какие ситуации интересно попадать вашему персонажу, и могли заявлять эти ситуации и справляться с ними. Сейчас попробую раскрыть получше. Потому что жетон судьбы можно тратить. Его можно тратить как раз-таки взаимодействуя с аспектами. У каждого персонажа, у каждого игрока, вернее, на начало игры в базисе 3 жетона судьбы. Это определяется обновлением, характеристикой персонажа, которая рассказывает, сколько жетонов вы получаете на начало игры. Да, и на начало игры у вас вот 3 жетона в базисе. Жетон можно потратить на призыв аспекта. Вы можете использовать свой аспект для того, чтобы с помощью жетона перебросить бросок проверки. То есть, когда вы бросаете кубик, и вам не нравится, вы можете отдать жетон судьбы, рассказать, как какой-либо аспект помогает вам в том, чтобы преуспеть. Он обязательно должен мочь это сделать. Потому что если сказано, что вы компьютерный задрот, а вас бьют в живот, то аспект компьютерный задрот вам не поможет. Сколько бы у вас не было жетонов судьбы, вот компьютерный задрот не поможет. Попробуйте найти другой, если хотите.
Но вряд ли компьютерный задрот сможет справиться, помочь вам преодолеть удар в живот, да, и побороть обидчика. Он же не говорит о том, что вы сильный, выносливый, он говорит как раз об обратном. А, Поэтому ищите, жир поможет. Ну, не всегда. Я жирный, но когда били в живот, не помогало, вот так скажу. Это не соответствует действительности. А, Да, вы можете взять аспект, который может вам помочь, он должен мочь в целом, отдать мастеру жетон судьбы и сказать: «Я хочу перекинуть кубик», и взять новый результат. Не оба результата выбрать, а взять именно новый. Кроме этого, вы можете прибавить +2 к своей проверке. Когда вы кидаете кубики с помощью какого-нибудь навыка, для того, чтобы чего-нибудь добиться, вы можете прибавить себе +2 к результату. Снова призвав таки аспект, рассказав, как какой-либо аспект, который существует, вам помогает. Это может быть аспект вашего персонажа, это может быть аспект игры, это может быть аспект противника, это может быть любой аспект, если вы придумаете, как он вам поможет. И если это будет достаточно очевидно, что все скажут: «Я не вижу никаких проблем с этим», то вы просто это сделаете. Если же это натянуто, то мастер волен сказать: «Извини, мне кажется, это не подходит». Мастеру не обязательно объяснять, почему. Он, конечно, может себе это позволить, но не обязательно, потому что мастер определяет, как вы, скажем так, вы наделяете мастера, да, рефери над нарративом. Если он считает, что конкретный призыв конкретного аспекта сейчас в нарратив не вмещается, это невозможно, да, он волен это запретить. Я специально сделал этот акцент, потому что часто говорят, что в фейте можно все что угодно, и можно любую дичь тащить. Нет, мастер может сказать нет, как и любой другой игре. В принципе, мастер также обладает этими правами. Поэтому любую дичь устроить нельзя. Но если вы видите, что ваш или чужой аспект помогает вам в проверке, и можете доходчиво это объяснить здесь сейчас, и ни у кого нет с этим проблем, вы получаете бонус к проверке. Тратя жетон судьбы. Вы можете усилить пассивное сопротивление чего-либо также на 2. Ну, это частный случай, когда вам нужно усилить пассивное сопротивление, вы можете тоже сказать, какой аспект вам помогает в том, чтобы это сопротивление было выше. Не суть важно. Аспект можно призвать за жетон уже после броска, но до описания результата проверки ГМом. Это означает, что мы можем рисковать. Мы можем пойти на какую-то рисковую проверку, имея в карманах запас жетонов судьбы, и если нам покажется, что нам не достает до результата, мы можем призвать свои аспекты и рассказать, почему нам все-таки до результата достало, почему мы смогли пройти эту проверку. Потому что, призывая жетон судьбы, вы что-то рассказываете о своем персонаже или о мире, рассказывая, как вот этот аспект, как эта ситуация, к которой вы обращаетесь, играет вам на руку, как она вам помогает и почему вы в итоге преодолели эту какую-то сложность. Мастер точно так же может использовать свои жетоны, которые у него тоже есть, для того, чтобы рассказать, как обстоятельства, противники и их сильные стороны вам мешают. И вы таким образом, призывая несколько аспектов за один обмен, можете очень сильно увеличивать ваш вот нарративный вес призванных аспектов и мясо вокруг ваших героев или вашей ситуации. То есть каждый раз рассказывая что-то, призывая аспект, вы наделяете игру дополнительными какими-то фактами, да, дополнительным нарративом именно. И это очень важная вещь, которую делает жетон судьбы, и которую делают аспекты в синтезе. Они помогают нам постоянно на игре, совершая очень заурядные действия, такие как проверки, там, какое-нибудь выламывание двери. Они позволяют нам заявлять новые факты о нашем мире и о наших персонажах, постоянно обогащая мир игры. И мне очень нравится эта фишка, и, в принципе, приятно наблюдать. Не так давно мы играли в игру про полководцев, где армия, по сути, оцифровывалась как некоторое продолжение навыков самого полководца. И мы сделали всего лишь один бросок, за который разыграли целую долгую битву. В ход пошли, у нас было много жетонов судьбы, было много аспектов, которые мы могли призывать бесплатно.
в правилах есть ситуации, которые позволяют вам бесплатно призывать аспект, не тратя жетон. Позже можно их коснуться. В общем, у нас было куча всяких приколов на аспектах, было куча жетонов, и мы просто начали ими кидаться друг в друга с мастером, и, по сути, разыграли огромную битву столкновения войск с маневрами, с атаками, с засадами, ложными наступлениями, отступлениями, с колдовством, с ударом конницы. Всего лишь в одном броске. Просто потому, что каждой тратой нашего жетона или нашего призыва мы рассказывали, что происходит в фикшене. И рассказали целую историю о большом сражении, изначально в довольно маленьком броске. Так это может работать, и это, я считаю, классно. Вот так можно потратить ваш жетон судьбы, да, призвав аспект. Кроме этого, его можно потратить еще другим образом, отменив навязывание аспекта. И тут мы коснемся такой вещи, как навязывание аспекта. Кроме того, что вы имеете жетоны и можете потратить их, чтобы усилиться, мастер тоже имеет жетоны и может потратить их, чтобы либо усилить своих персонажей, как обычно, либо чтобы навязать вам проблемы. У мастера запас жетонов для навязывания вам проблем с помощью ваших аспектов не ограничен. И каждый раз, когда мастеру кажется уместным, он может сказать, что вот сейчас какая-то твоя личная характеристика из твоего аспекта принесет тебе проблемы. Если было сказано, что твой персонаж неотесанный грубиян, и он приходит в высший свет, где должен тусить среди лордов, то абсолютно логично, что и ожидаемо, что что-то должно пойти не так. Поэтому почему бы мастеру не взять бесконечный жетон судьбы, не отдать его игроку лично в руки и не сказать: сейчас ты нахамишь дочери славного барона фон Грельца, и он затаит на тебя кровную месть. И тебе с этим потом разбираться, братишка, но не для этого ли ты написал свой чертов аспект? И если все идет хорошо, то игрок говорит: блин, да именно для этого, берет жетон, и теперь этот жетон у него. Жетоны зарабатываются именно так. Вы получаете некоторое их количество в начале сессии, после чего во время игры мастер выдает вам дополнительные жетоны каждый раз, когда вы принимаете осложнение, навязывание ваших аспектов. Это делает игру интересной, это делает игру драматичной, это заставляет характеристики ваших героев быть очень острыми, стрелять против вас. И в первую очередь вам от этого должно быть интересно, потому что, зачем играть компьютерным задротом, если его не побьет школьный хулиган? Это же не имеет смысла, правильно? Ну да, как говорится, если вы не вляпаетесь, приключение не состоится. Да, если вы не вляпаетесь, приключение не состоится, и мастер делает это самое вляпывание не просто случившимся фактом, как во многих других играх, хотя не то чтобы это плохо, и он может это так делать, но по-хорошему он призывает какие-то яркие стороны ваших героев, облачает их в дополнительный нарратив и дает вам жетон. И вы такие: лол, да я интересную игру получаю, еще у меня есть жетон, который я на +2 к проверке потом потрачу, чтобы отбиться от этого хулигана. Кинуть там ему песком в глаза, типа, и убежать. Кому от этого плохо? Мне кажется, никому. Это называется циркуляцией жетонов судьбы, потому что, по сути, на метаигровом уровне постоянно происходит эта циркуляция. Игроки, чтобы добиться результатов и преодолеть сложности, которые выставляет мастер, отдают жетоны мастеру, получая бонусы, мастер их забирает, и потом в других сценах отдает эти жетоны игрокам, чтобы игроки получали какие-то интересные события со своими персонажами и снова могли справляться с проблемами. Это образует ту самую драматическую кривую, да, внутреннюю драматургию произведения. Мы получаем взлеты и падения, взлеты и падения. Когда у персонажей нет жетонов, либо когда мастер навязал им что-то, это падение, это проблемы, персонажи скатываются в какие-то неприятности, игроки получают жетоны, и персонажи из этих неприятностей могут выпутываться. Они постоянно имеют возможности влиять, получается, на происходящее с помощью жетонов, которые они получают, когда в игре происходит что-то интересное.
Вот, так работает эта механика, поэтому она основная в Fate, поэтому о ней стоит говорить в первую очередь, и, в принципе, она делает весь базис системы. Все остальные правила, они по большей части минорные, о том, как там кубики кидать, сколько у кого навыков. В Fate есть навыки, они не обязательны, можно использовать несколько видов разных цифровок навыков, вот, ну, по базису там несколько навыков, да, которые вы распределяете у персонажа, и он точно так же их кидает. Это для тех, кто считал, что в Фейте нет навыков, нет цифр и нет кубиков. Если вдруг тут такие были. Просто иногда путешествуя по интернету, такие претензии встречаются, а потом чешешь голову и думаешь, а как ты вообще книгу читал, приятель, или не читал никогда? Вот, да. Я немножко растекся мыслью по древу, но переходим снова к жетонам судьбы. Итак, первое, что делает жетон судьбы, это призывает аспект. Об этом мы поговорили. Второе, отменяет навязывание аспекта. Если вдруг вам не нравится то, что предложил мастер, вы имеете полное право отдать свой жетон мастеру и сказать, нет, этого не происходит, и вот почему. Если вдруг вам кажется, что проблем для вашего персонажа слишком много, что он не вывезет, или вам просто не хочется играть в то, что предложил мастер прямо сейчас, вы можете отдать мастеру Fate Point и сказать, ну, не сегодня. Мастер навяжет вам что-нибудь другое в следующий раз. Возможно, событие, которое хотел мастер изначально привнести, все еще произойдет. Просто ваш персонаж не будет в столь отчаянном положении, когда это произойдет. Как вообще выглядит стандартное навязывание, да? Я уже говорил. Если ты там грубиян, то вот тебе жетон, давай ты нахамишь сейчас баронессе, дочке барона, и он затаит на тебя злобу. Вот это происходит, вы это отыгрываете, и мы уже пристаем, когда игрок получает жетон, перед фактом, что барон затаил черную злобу. Но если игрок отказался от жетона и скажет нет, то, возможно, он все еще сказал парочку слов, но никто, может быть, этого не услышал или не воспринял всерьез, и его ситуация обошла как-то. Поэтому очень часто есть боязнь, что в Fate игроки могут жетонами откупиться от всего интересного, что мастер им предложит, и мастер будет сидеть как фуфел и думать, зачем я пришел на эту игру, игроки от всего откупились. Игроки, во-первых, не могут откупиться от всего, их жетоны ограничены. Если они не берут их у вас, они их больше не получают. А это значит, что когда вы ведете против них неприятности, не обязательно давая жетон, потому что неприятности просто могут случиться, да? Если вы попали в засаду гоблинов, вы можете получить жетон для того, чтобы засада гоблинов была очень опасной, и они напали на вас вот прямо здесь сейчас и уже начали тыкать вас копьями. А можете откупиться, и тогда засада гоблинов произойдет, просто вы ее заметили. Понимаете, да? То есть отказ от жетона не обязательно означает, что не произошло ничего. Все просто произошло, возможно, лучше, чем мастер хотел для ваших персонажей, да, лучше, чем предполагалось изначально. Засада-то случилась, просто вы заметили ее, и у гоблинов нету бесплатных призывов против вас на аспект засады. И они не могут добавлять плюсики к своим кубикам, да, то есть если уже к механике обратиться, к некоторой такой очень условной, тут, я думаю, понятно. Вы можете отказываться от навязывания аспектов. Третье, что вы можете делать за жетон, это устанавливать факт повествования. Жетон судьбы позволяет ввести в повествование правдоподобную деталь. Например, задним числом вспомнить о том, что персонаж взял с собой какую-то нужную вещь, которая у него должна быть, мочь. Как-то я завернул. В общем, это должно быть правдоподобно. Если ваш персонаж репортер, вы не можете сказать, у меня с собой РПГ, которая базука. Ну, откуда она у него? Все просто покрутят пальцем и виска скажут, чел, ты чё? Но взять с собой запасной фотоаппарат, чтобы что-то сфотографировать, вполне, да. Почему бы у вас не быть фотоаппарату запасному? Вы же репортер, если ваш основной разбили. И либо какую-то другую, да, вы можете обеспечить персонажу эффектное появление в сцене, сказать, а вот сейчас появляюсь я, если все не против, то почему бы вам не появиться? Или вы можете сказать, а знаете, здесь все это время стояла какая-то вещь, которая очень классно сыграет сейчас, да, в этой сцене, и если все поддержат, почему нет? Еще один страх перед Fate, который часто озвучивают, что игроки заявляют какую-то всратую дичь, и мастер не знает, что с этим делать. Да, мастер может отказываться от жетонов игроков, он не обязан их принимать. Если мастеру кажется, что предложенное нелогично, он может от этого отказаться. Главное – играть в одну игру. Это очень важное правило Fate.
Вы все вместе должны быть друзьями за столом и играть в одну игру. Если кто-то хочет испортить вам игру, ну, с ним играть не стоит. Вообще в любой системе с ним играть не стоит, но в Фейте особенно. Побег и жетоны, да, мы об этом поговорим сейчас чуть-чуть попозже. А, Четвертое, что можно сделать, это оплатить трюк. У нас есть у персонажей, кроме аспектов, есть еще навыки и есть так называемые трюки. Трюки – это особо сильные способности, которые могут изменять локально базовую механику и выражать какие-то сильные стороны персонажа. Например, в базовых правилах драка с противником осуществляется с помощью навыка «бой». Но если у вас какой-то хитрый ниндзя, вы можете написать трюк, что давай, если меня не видят, то я могу атаковать противника не боем, а своей скрытностью. А скрытность у меня огромная. И тогда, если действительно, если ниндзя будет невидим, он сможет уничтожать врагов с помощью своей скрытности, а не боя. То есть вы вот такое маленькое исключение из правил создали, которое дает особо сильную сторону персонажу какую-то, выделяют его четко, ну, выделяет его сторону, да, как-то, которую остальные правила и аспекты, может быть, не затрагивают в полной мере, позволяет лучше раскрыться аспектом. Создание трюков – это огромная тема, и здесь можно двухчасовую лекцию записать и даже не разобраться, наверное. Это навык, это скорее искусство, даже не навык. Вот Аня всегда говорила, что создание трюков – это искусство. Вас никто не научит создавать трюки, вы только поймете сами. Мы не будем их дальше касаться, трюков, да, но некоторые трюки, в общем, используют жетон судьбы, особо сильные какие-то навыки персонажа, которые вот прям супер жесткие, да, они могут использовать жетоны судьбы как метанарративную валюту, которая ограниченное количество, да, для того, чтобы использовать какую-то супер дзюцу вашего персонажа. Это довольно большая цена ну, для экономики игры, это довольно большая цена оплачивать трюки жетонами, но это возможно. Трюки изначально просто никак не написаны, вы сами придумываете, что это. Это абсолютно свободная вещь и модерируется только ну, вашей игрой. Вот, во что вы играете, какие трюки вы хотите, да, мастером модерируется. Есть некоторые примеры в книжке по трюкам, но опять-таки сегодня не о трюках вообще. Я просто говорю о том, что такая механика существует, об этом можно прочитать в книге, в принципе, если сильно интересно. За жетон судьбы вы можете навязать кому-то аспект. Да, вы можете как мастер взять жетон свой кровненький и отдать его своему товарищу, соигроку и сказать, слушай, ну ты же, ну мы же оба понимаем, что ты помешанный на сексе стильный сутенер и как бы, по-моему, стоит, ну, сделать какую-то глупость сейчас, очень большую, и отдать ему свой кровненький фейтпоинт вместо мастера, и он его положит к себе, если согласен, и пойдет и сделает какую-нибудь интересную дичь, которая его игру улучшит. Это не совсем предательство, потому что ваш персонаж вовсе не обязан вообще иметь к этому хоть какое-то отношение. Это происходит чисто между игроками. Но да, если вы чувствуете, что мастер что-то маловато навязывает, и кому-то нужно передать жетоны, которые у вас скопились в гигантском количестве, а у кого-то их мало, вы можете сделать это так, предложить своим товарищам осложнение и отдать им жетон. В книге это не написано, это сейчас чисто мое мнение, но я считаю, что есть джентльменский кодекс среди игроков Fate сформировавшийся, который говорит о том, что если вы хотите навязать кому-то аспект, вы говорите, мастер, я хочу навязать кому-то аспект, давай произойдет то-то, то-то, отдай ему свой жетон, а я свой отдавать не буду. Если мастер хороший, не играет против игроков и в целом такой славный парень, он может сказать, да, конечно, оставляй свой жетон у себя, я дам ему свой бесконечный мастерский, классное навязывание, балдеж, чувак, тебе нравится? И, типа, если нравится, набери. Если не нравится, ну, давайте подумаем о том, что может произойти тогда еще, вот, и как, ну, как обычно разрешить эту ситуацию. В общем, да, вы можете свой жетон навязать аспекты как своему соигроку, так можете навязать аспекты персонажа мастера, потому что персонажи мастера тоже имеют аспекты, и у них тоже есть хай аспекты и хай и траблы, их проблемы. И если вы о них осведомлены, вы можете игромеханическими методами открыть аспекты персонажа мастера
Если вы о них осведомлены, вы можете рассказать мастеру, как проблема его 300-летнего некроманта мешает. Как бы мешает ему что-то сделать, не знаю, давайте придумаем вместе. Что мешает 300-летнему некроманту? Наверное, неповоротливый он, 300-летний некромант, у него все истлело, и когда вы бегаете вокруг него и исполняете акробатические трюки, он не может с такой скоростью за вами поворачиваться, чтобы противостоять вам, и вы заходите ему за спину и бьете его, потому что вы жесткий ниндзя, и у вас аспект, что вы бьете через ниндзюцу, и когда вы заходите к нему за спину и скрываетесь из вида, вы просто убиваете этого некроманта. Вот. И это все вам позволяет сделать навязывание ему его проблемы, что он неповоротливый. Я думаю, ход мысли примерно понятен. Привет, Глеб. Рад тебя видеть. И еще вы можете сделать за жетон судьбы такую вещь, как одолжить трюк. Трюки – это большая тема, и многие чуваки путаются в написании их. Благо, это вещь вторая, а может быть даже третьестепенная, и для игры она абсолютно не нужна, поэтому многие люди забивают и говорят, я не буду никакие трюки писать. И вот вы играете в игру, и трюки у вас не написаны, и это никак не мешает вам играть, потому что все, что вам нужно, это аспекты на самом деле. И вы думаете, блин, а вот логично было бы, если бы мой персонаж сейчас сделал какую-то крутую жесть, которая свойственна моему персонажу, да, но правила немножко не дают это сделать, то вы берете свой жетон и говорите, мастер, хочу сейчас заанонсировать, что я сделаю вот так вот, и мы это оцифруем как трюк моего персонажа, и вот на жетон это произошло. Вы можете этот трюк себе записать, и он там останется навеки вечный, и будет с вами всегда, когда вы захотите его потом использовать. Можете просто одноразово применить. Допустим, сейчас что-нибудь такое придумать интересное. Допустим, у вас какой-нибудь персонаж-пророк, и вы написали несколько аспектов о том, что он взаимодействует с будущим, но забыли написать трюк о том, что он как-то видит будущее, но вот на игре вам пришло, как это сделать, и вот прям вот сейчас надо в будущее заглянуть, то вы говорите, вот тебе, мастер, жетон, я хочу использовать трюк, я сейчас загляну в будущее и создам аспект, видел будущее, типа, и это как-то мне поможет. Ну, это супер такой пример, выдранный из головы, да, ну, примерно так это работает в форме. Так, как можно получить жетоны судьбы? Да очень просто. Как я уже говорил, принять осложнение или навязывание от мастера. Или от другого игрока, или от персонажа мастера. Потому что у персонажа мастера свои жетончики судьбы, потому что они, как игровые персонажи, тоже бегают, что-то делают, как будто бы, да, и имеют свой пул. Именно вот персонажи мастера не имеют бесконечных жетонов, только сам мастер для навязывания именно. Тут есть разграничение. У меня есть предложение, чтобы немножко оптимизировать процесс. Ты там после каждой части можешь спрашивать, есть ли вопросы, и мы тогда все вопросы в одну кучку соберем, чтобы не прерываться. Да, если у кого-то какие-то важные насущные вопросы. Остальные вопросы, в принципе, можно тоже в конце. Ты там извести, Ну, когда я что. думаю, люди могут писать вопросы, я к ним время от времени возвращаюсь, типа в чате. Вот, поэтому я потихоньку иду дальше, тем более, что мы блок не разбиваем, потому что получение жетонов судьбы все-таки входит в жетоны судьбы. Да, давай. Так вот, принять осложнение или навязывание аспекта вы можете от ГМа. Вы можете сами себе предложить. Вы можете вообще не ждать ГМа и сказать, слушай, ну логично, что я жестокий и умелый фехтовальщик, и я сейчас вызову на дуэль этого молодого щегла, который что-то там говорит мне о том, что я уже устарел и ушел в прошлое, и что сейчас так никто не сражается. Пусть выйдет со мной раз на раз, и посмотрим, кто из нас крут. И да, возьми жетон, пожалуйста, скажет тебе мастер. Ты сам это предложил? Ты сам это воплотил, и, конечно же, этот пацаненок, которого ты вызвал на дуэль, окажется сыном какого-то важного человека. И когда ты его зарубишь на этой дуэли насмерть, ну, у тебя появятся большие проблемы. Вот. И вы можете предлагать это сами мастеру. Никто не запрещает. Так. Осложнения подразделяются на некоторые подтипы.
для простоты их обработки. Первое осложнение, основанный на событиях, то есть у тебя есть аспект, и ты находишься в некоторой ситуации, поэтому логично, что некоторая проблема может вытечь из твоего аспекта и случиться. Когда с тобой такое происходит, ты можешь откупиться жетоном или принять жетон, как обычно. Например, у тебя есть аспект «боюсь воды», и ты сейчас находишься рядом над бушующим водопадом, поэтому естественно, что ты испугаешься и подскользнешься, подвернув ногу, и либо повиснешь на краю водопада, либо даже обрушишься вниз, в зависимости от того, что нам интереснее, и существует ли жизнь на дне водопада, потому что зачем нам умирать за жетон? Так это примерно может выглядеть. И второе, основанный на решениях. Я уже делал этот пример. У тебя аспект манеры засранца, и ты находишься на светском раунде, поэтому логично, что ты можешь грязно обругать случайно задевшую тебя даму, и это создаст тебе большие неприятности, когда она окажется дочерью лорда. Это основанное на решениях, потому что Фейт делает очень важное разграничение. Мастер не может как угодно крутить вашим персонажем. За действие, эмоции, желания и мотивации вашего персонажа отвечаете вы. Поэтому мастер может предложить вам это, что у вас есть манеры засранца, что вы кого-то оскорбите, а вы можете просто взять и отказаться, ничего не отдавая мастеру. Потому что мастер не может вынудить вас поступить каким-либо образом. То есть только предложить. И еще раз уточню, в чем суть. Если это аспект, который происходит из некоторой ситуации, которая вокруг вас происходит, вы можете откупиться жетоном. Если это решение вашего персонажа, которое он сделал, исходя там из своего характера, и там ты пойдешь и сделаешь что-то, вы не обязаны платить. Вы можете просто сказать: отказываюсь, мой персонаж так не поступит, или меня не интересует это решение персонажа. Здесь вы в безопасности. Ну, а, соответственно, с ГМом совет. Старайтесь чаще призывать какие-то проблемы, которые основаны на событиях, потому что у игроков будет чуть меньше желания откупиться, потому что им придется потратить свой fate point. А еще это не затрагивает зону ответственности игрока, и у вас будет меньше курьезов, когда кому-то не понравится, как вы с его персонажем обращаетесь. Даже если это не произошло, все равно кто-то может подумать: да как так? Он не такой, я не такой себе представлял. Я оскорбляю всех женщин в зале и вызываю всех мужчин на дуэль. Неплохо. Но жетон только один будет. Скорее всего, последствия на тебя посмотрят как на дурака и выволокут прочь. И скажут больше не появляться. Так, если вы чувствуете, что в результате вашего качественного отыгрыша аспектов случилось что-то, что можно классифицировать как осложнение, то есть вы просто играли в свою игру, не задумываясь вообще о механах, о жетонах, и вдруг напоролись на проблемы, исходя из отыгрыша, то вы можете вспомнить об этом и получить жетон судьбы постфактум. Мастер может сказать: отлично, ты наиграл себе на жетон, держи его, сейчас произойдет проблема. Либо вы можете просто отыграть какую-то сцену, а потом подумать: слушай, это выглядело как, ну, практически как навязывание, я же в проблему вляпался. И мастер может сказать: ну да, выглядело, на, держи жетон. Потому что главное здесь честность. Немножко горло просело, сейчас я попью водички. Кроме этого, у ваших персонажей есть обновление. Это параметр, который изначально равен 3, говорящий о том, сколько жетонов вы получите в начале каждой сессии. Так как жетоны не существуют в игровом мире и отражают чисто драматический потенциал вокруг ваших персонажей, то нет никакой проблемы, что они обновляются в начале каждой новой игры, когда вы собираетесь. Изначально он равен 3, его можно понизить, добавив себе большее число трюков, о которых я уже упоминал, это какие-то особенности вашего персонажа. То есть вы можете закастомизировать своего персонажа, сделав его, скажем так, драматическую силу несколько меньше, и это заставит вас чаще принимать осложнения. То есть он вроде бы и жестче сам по себе, у него больше трюков, он больше правил под себя гнет, да, больше особенностей и бонусов, но при этом у него меньше фейтпоинтов изначально. Он вынужден чаще принимать осложнения, и таким образом игра балансирует сама себя. Чем больше вы дали граней своему персонажу, тем чаще ему придется встревать в проблемы. И он будет этого хотеть сам. Ему нужны жетоны.
А бывает ли такое, что мастер на начало игры дает разное количество жетонов? Количество жетонов зависит от обновления. То есть, если я создал персонажа, у которого не 3 трюка, а 5, потому что я обновление потратил на трюки, Мгм. меньше одного обновления быть не может. То есть, его изначально 3, меньше одного не может. То есть, 2 трюка можно купить. Если я себе сделал не 3 трюка, а 5, потратив 2 обновления, я начну игру с одним жетоном, и следующую с одним жетоном, и через нее с одним жетоном, понимаете, да? А Мгм. если у меня 3 базовых трюка, то я каждую игру начну с 3 жетонами. А бывает ли такое, что вот вы на равных условиях, но не одинаковое количество жетонов по какому-то мастерскому решению? Нет, мастер никак не отвечает за то, сколько жетонов получает игрок в начале игры в целом. Кроме того, что он может навязывать вещи. Да, тут говорят, что если мастер плохой, да. Существует некоторая проблема, связанная с обновлением, которая несколько обесценивает навязывание аспектов в конце сессии. Когда вы долгое время играете и израсходовали все свои жетоны, и мастер хочет вам что-то навязать, некоторые игроки могут подумать, а зачем мне принимать это навязывание, если мы сейчас закончим играть буквально в течение получаса, и на следующей сессии я снова буду с 3 жетонами, мне не нужно пополнять их запас. Более того, я сейчас с нулем получу 1, а на начало игры буду с 3, потому что обновление не плюсуется к тому, что у вас есть, а оно просто до минимума поднимается. То есть если обновление 3, и вы закончили с 2 жетонами, на начало следующей сессии вы будете с 3 жетонами, а не с 5. И да, такая проблема, наверное, может существовать, если чуваки такие прям геймисты все из себя и логически подумали о том, что им не нужны никакие интересные навязывания, они хотят остаться при своем, то есть еще одно джентльменское правило, которое, в принципе, на играх часто используется. Жетоны, которые даются в последнюю декаду игры, когда вы уже понимаете, что близитесь к концу, почему бы вам не приплюсовать их к обновлению? Это не существует никакого правила внутри игры, просто почему бы вам так не сделать? Вы же здесь для кайфа собрались, и как бы и у игрока мотивация нормальная принимать последствия, и как бы жетоны не тратятся в никуда из-за обновления. Нет, нету правил, если это ко мне. Вопрос в последний в чате. Нету правил, что плюсуется. Это исключительно джентльменское правило, потому что, ну, это, если честно сказать, приятно просто. Скорее всего, вы так и играли, просто потому что, ну, это логично, чтобы это так было. Я не знаю, почему этого нет в книге. Я считаю, что надо. А, не играл? Ну, может, кто-то рассказывал, я не знаю, где-то там инфу брал. Вот, потому что очень многие группы так играют. Мне кажется, что это очень логично, и я обоими руками за. Но действительно, правила такого нету. По правилам вы дополняете до числа обновления и не выше. Так, еще одна важная вещь, огромный пласт правил, которого мы касаемся. Э, Вы получаете жетоны еще, кроме всего остального, после признания поражения в конфликте. Когда персонаж признает поражение в конфликте, он получает утешительный приз в виде 1 жетона за сам факт сдачи и плюс по 1 жетону за каждое полученное последствие. То есть в Fate Core вам не обязательно сражаться до последней капли крови и побеждать все опасности, которые на вас свалились. У вас есть вполне легальная игромеханическая вещь, как признание поражения в конфликте. Поражение признают не ваши персонажи. Ваши персонажи сражаются до конца. Поражение признаете вы, как игрок, для ваших персонажей. Персонажи хотят победить Темного Лорда, но вы, как игрок, говорите, что выходите из этого конфликта, и тогда произойдет что-то, придумайте что заставит персонажа исключиться из этого конфликта, но он действительно, он проиграет свою ставку. То есть, если ему нужно было помешать Темному Лорду что-то сделать, он не сможет этого сделать. Он не сможет ему помешать, потому что он из конфликта выбыл. Не знаю почему. Открылся магический портал, в который он случайно его засосало, и теперь он в другом месте. Обрушилась часть стены, он упал под завал, и Темный Лорд подумал, что он умер. Он упал с башни на Орла, и Орел унес его оттуда.
что угодно может случиться, из-за чего персонаж покидает конфликт. И зло, его оппонент, не обязательно зло, да, его оппонент добьется того, чего он хотел добиться, а ваш персонаж не добьется. За это вы получаете жетоны. И, в принципе, вы как бы вроде бы и проиграли, но вроде бы у вас есть и полученный приз, и какой-то там утешительный приз, да, вы получаете жетоны за то, что просто сдались, и за каждое последствие. Последствия – это некоторая вариация на тему ХП, на самом деле не является ей, но сравнить просто трудно с чем-то еще, потому что последствия – это негативные аспекты, которые враги накладывают на вас, когда вас ранят. То есть если по вам бьют мечом, и этот удар успешен, и вы вынуждены закрыть последствия своего персонажа, их всего персонажа 3, маленькое, среднее и большое. Вот. И вы вынуждены закрыть последствия, определите там, насколько урона, насколько сдвигов было это последствие, и определите, что случилось. Это какой-то будет аспект со всеми правилами аспекта. Его можно призывать, его можно навязывать, с ним можно всячески взаимодействовать. Вот. Единственное, что его коннотация – это коннотация последствий. И если тебя били мечом, то у тебя рассечена грудь, у тебя, там, не знаю, разрублена рука. Если ты падал откуда-то, у тебя переломаны ребра, там, не знаю, сотрясение мозга, что угодно. Если это была вообще не физическая драка, а какая-нибудь, не знаю, словесная дуэль с бывшей женой, где вы обсуждали, кому достанется ребенок, то когда вы проиграете в этой словесной дуэли, на вас останется среднее последствие, не знаю, бессильная ярость. Вы будете вот ужасно заведены в бессильной ярости, и это будет оказывать на вас негативное влияние, потому что последствия всегда обладают некоторой негативной коннотацией. Противник, когда накладывает последствия, получает на него бесплатный призыв. Ну, это малый игромеханический факт. Типа, я здесь не для того, чтобы вообще все правила рассказать. Я больше рассказать о том, как работают блоки правил какие-то, да, крупные. Вот, ну да. Противник, который нанес вам последствия, может бесплатно его призвать для себя, получить усиление. Вы же вольны в любой момент принять поражение и получить себе жетоны для того, чтобы встать, отряхнуться и пойти бить рожи всем, кто вас победил, как бы повторно. Это дает неплохую драматическую нагрузку, что можно не бояться выставить, знаете, как часто это бывает, мастер захотел показать своего крутого антагониста, но тот случайно пизданул всех персонажей, или они наоборот его забили, или вообще не решились друг к другу подойти. В Фейте можно не бояться. В Фейте можно выставить своего большого страшного дракона или темного лорда на персонажей, показать, какой он крутой и классный, вынудить их принять поражение в конфликте. Они сбегут, они станут крепче, у них будет куча жетонов судьбы за полученные последствия, и с этим набором они пойдут мудохать его приспешников. Вот. И такой вот драматизм, такая вот кривая у вас будет. Вы вроде бы и проиграли, но вроде бы и стали чуть-чуть сильнее в следующих сценах. Как, не знаю, в каком-нибудь аниме, да, когда побили персонажа, но он стал отряхнулся и стал еще злее. Да, примерно так это работает. И еще вы можете получить жетоны судьбы после того, как оппонент призовет аспект вашего персонажа себе на пользу. То есть уже не мастер предложит вам навязывание, а персонаж мастера за свои кровные фейтпоинты, ограниченные у персонажа мастера, призовет ваш аспект для того, чтобы свой бросок усилить. Но это частная механика, очень сильная. Я не думаю, что стоит на ней заострять внимание, но просто такое может быть. Потому что у мастера различаются жетоны на его персонажах и просто на мастерских. Вот, в принципе, это самые главные блоки, которые я хотел сегодня затронуть. Да, у нас есть навыки, в Фейте есть базовый список навыков, и Фейт говорит, модифицируйте эти навыки, если вам что-то не нравится, если тут чего-то не хватает или чего-то слишком много. Но обычно навыки выглядят так у персонажа. У персонажа есть пирамидка с вершиной в четверке. То есть один навык на 4, два навыка на плюс 3, это плюсики к броску, если что.
3 навыка на плюс 2 и 4 навыка на плюс 1. Если навыки не изменены, это обозначает то, что у персонажа в том или ином варианте есть половина навыков в игре. То есть персонажи очень компетентны в фейте. Они обладают всеми навыками, представленными в игре. Некоторыми 3 хорошо, это плюс 4 и плюс 3 бонус на бросок. Остальными 3 чуть послабее, довольно посредственненько на плюс 1 4 навыками, и в целом на плюс 0 обладают всеми. То есть любой навык могут кинуть. Игра не ограничивает ваших персонажей в том, чтобы они чего-то категорически не умели. Если вам вдруг надо что-то сделать, вы можете это сделать. Вот. Ну, предполагается, что персонажи так или иначе могут, в принципе, любыми навыками обладать. А что еще по механу? Насколько много кубов? Что за кубы вообще, если они есть? Какие проверки и что бросается? Если бросается, конечно. Да. Конкретный механ выглядит так. В игре есть 4 кубика. Бросаются всегда только они. Это 4 фьюдж дайса. D6? Найдите. Или... Вообще это D6 на самом деле, вот, но выглядят они как дайсы с гранями в плюс, в минус и в ноль. Найдите кто-нибудь, пожалуйста, Fuge Dice, мне неудобно гуглить, Ника, ты или еще кто-нибудь, фейты кубы. Они обладают гранями в плюс, минус и ноль. Соответственно, плюс дает вам плюс 1 в броске, минус в минус 1 в броске, и 0 ничего. Поэтому, когда вы бросаете эти 4 кубика, вы получаете результат от минус 4 до плюс 4 с математической серединой, стремящейся в 0. Это довольно просто, на самом деле, облегчает подготовку к броску, потому что вам не нужно думать много-много-много о разном. Вы примерно представляете, какой навык у персонажа. Если он третий, да, то третья сложность для него всегда будет преодолимой 50 на 50, без вливания фейтпоинтов. Четвертая сложность уже там посложнее, да. Пятая сложность, скорее всего, потребуется фейтпоинт, хотя и не факт. Ну, то есть примерно вот так вы можете рассуждать. Сколько навыка, вот такая сложность проверки будет средней для него. Довольно просто, как мастеру, я полагаю, оцифровывать. Вот, потому что средний результат броска 0. Навыки в этой игре получаются достаточно важны из-за этого. Понятно. Но хороших навыков у вас только 3. 1 на плюс 4 и 2 на плюс 3. Вот. Навыки на плюс 2, конечно же, используются, но они уже чуть пореже. Ну, еще такой очень-очень базовый вопрос. Что такое Fate Core и чем отличается не от Core, вообще большая ли книга? Fate Core книга достаточно объемная, по-моему, там в ней 300 страниц, но суть в том, что большая часть этих страниц – это описание, примеры и всякое такое объяснение, как работают эти механики, потому что то, что я сейчас рассказал, это вещи достаточно сложно усвояемые, и их довольно сложно описать. То есть вот все, что я рассказывал, это все прописано текстом в книге. И самих правил там страниц, ну, может быть, на 60 наберется. Вот у меня, то есть, открыта шпаргалка в виде очень короткой выжимки прямо с сока из правил. Она на 60 страниц. В самой книге 300 страниц. Там очень много объяснения, как Fate Core готовить. Я бы сказал, честно, не лукавя и не привирая, книга Фейта написана херовато. Ну вот правда. Ее сложно читать, ее сложно понимать, не все примеры там хорошие. Поэтому мое убеждение, почему я сегодня здесь, это что о Фейте надо рассказывать голосом. Вот мне про Фейт рассказали чуваки, я все понял, когда книгу читал, ничего не понял. Поэтому я как бы свою миссию избрал. Я хожу и рассказываю правила голосом людям. Да, Уже, я в так принципе, понимаю, с что... того, что вы услышали сейчас, потому что я рассказал практически обо всех действительно важных и сложных вещах. Все остальное простое и похожее на другие системы. Кроме трюков, но про трюки отдельный разговор должен быть очень долгий, просто неуместим. Я так понимаю, что Core — это типа главная книга. Сколько вообще Есть книг? Fate Core, смотри, да, немножко подзабыл вопрос, запамятовал. Fate Core – это базовая книга. Нету просто Fate или еще чего-то, вот есть Fate Core, это базовая книга. Существуют разные
так сказать, хаки. Если слышали когда-нибудь о такой системе, как ПБТА, это на самом деле не одна система, а целая куча, потому что на какой-то базе наделана куча хаков. И вот как существует Fate Core, это базовая книга, так существуют и всякие другие хаки на него. Там Fate Condensed, это какой-то Fate расширенный, да, то есть там дополнительные правила намазаны на все. Fate или укороченный, честно сказать, я забыл. Вот, ну, в общем, у вас есть Fate Core, это базовая книга. Все, что вам нужно для того, чтобы познать Fate Core, это Fate Core. Вот. Если хотите, можете найти себе другие книги, там Fate Dresden Files, Fate Morrowind, Fate Секреты кошек. Это все будут просто авторские сеттинг-буки, так их назовем. Они, скорее всего, в себе какой-то сеттинг носят и расписывают многообразие фейта правил под конкретные сеттинги. То есть уже позволяя готовые решения давать. Потому что изначально у вас есть достаточно абстрактные навыки, никак не оцифрованные аспекты, и вы сами решаете, во что вы будете играть, да, и сами решаете, какие аспекты вам нужны, сами решаете, какие навыки вам нужны. И вроде бы как тут много надо заготовить, но на самом деле можно просто взять книгу и играть прям по ней, мало что меняя, либо меняя в процессе. Вот. Но если вы хотите прям сильно задрочиться на какой-нибудь сеттинг, вам, наверное, придется проделать работу и переписать навыки под более подходящие, добавить какие-то примеры аспектов, может быть, изменить свободные аспекты под какие-то специализированные. Как я уже говорил, да, такое может быть. Вот. Возможно, вы захотите это сделать. Fate говорит вам, меняйте эти правила, как хотите, можете оформить это в свою собственную книгу и издать ее. Никто не запрещает. Более того, издательство Indigo Games вообще сотрудничает и издает, и еще есть издательство Silverhoof Games, молодое, маленькое инди-издание. Они вот тоже свою книгу Пепла издали. Есть такая ролевая система, книга Пепла, она написана на основании Fate Core. Они добавили свой сеттинг, свой мир, свои правила мира туда, и вот как бы сделали свою сеттинговую книгу по фейту. Окей, есть еще вот вопрос по неписям. Например, должен ли мастер всем своим неписям прописывать аспекты? И вообще, это возможно ли это? Потому что, я так понимаю, неписи появляются и по ходу игры. Что делать? Здесь ответ очень простой. Важные неписи, которых мастер планирует оставить и встретить игроками, стравить с игроками еще впоследствии, да, конечно, получают аспекты. Если это просто трактирщик Боб, с которым герои обмениваются парой фраз, то у него может быть хай-концепт улыбчивый трактирщик и проблема на мели. И как бы это и все, с него достаточно. Ему не нужны ни навыки, ни это. Зачем они ему? С ним никто не собирается драться, правильно? А если вдруг соберутся, это дело абсолютно 2 минут. Типа просто раскидать навыки, типа вот тут плюс 4, тут плюс 3. Все, готово. 2 последствия у него будет, то есть 2 раны он вытерпит, после этого сгинет. И мы только что прошли полный цикл создания персонажа. Конечно, это такой типа базовый фоновый персонаж. Конечно, у мастера могут быть главные персонажи. Это, например, главный злодей всей истории, с которым будет самый сложный бой, и его разумно делать по фейт-фракталу персонажем уже полным. У него будут ячейки стресса, которые такие минорные хпшки. У него будут полные пункты последствий, сколько их там надо ему, чтобы отразить его величие. У него будут навыки, скорее всего, повыше, чем навыки игроков, потому что он силен, и игроки против него 4 аж пошли, или сколько вас там. Да, у него будут свои аспекты, полный набор. То есть, он будет делать свои действия. У него будут даже свои жетоны судьбы. И ваш главный злодей может в какой-то момент принять поражение, как вы сами, в конфликте, не добиться своей цели, убежать позорно, там, спрятаться или еще что-то сделать, не знаю, провалиться сквозь пол случайно и получить себе жетоны за сдачу в конфликте. И прийти к вам уже с горой жетонов, бить ваши рожи, потому что здесь все амбивалентно может случиться. Но, как уже было сказано, металлическое правило, все, что может быть отражено как персонаж, может быть и не отражено как персонаж. Поэтому, если на вас нападает толпа гоблинов, подумайте о том, насколько это важные гоблины, и готовы ли вы тратить время свое и игроков, чтобы убивать этих гоблинов поголовно.
Может быть, это всего лишь один персонаж гоблина, у которого 4 одинаковых чарника, потому что вам не важно, чтобы они были разными, и вы просто их забьете, у них там будет одно какое-нибудь последствие символическое, да, не очень сильные навыки, и, может быть, вы придумаете им прикольный трюк, если вдруг из головы там пришло, и подеретесь с ними быстро. А если Мгм. ваша игра вообще не про нарезание гоблинов, но почему-то очень хочется добавить гоблинов, толпа гоблинов может стать аспектом. То есть это буквально может быть просто аспект, на вас напали гоблины, это аспект угрозы. Аспекты подразделяются, когда мастер использует аспекты, да, они могут подразделяться как просто аспекты окружения, аспекты препятствий, то есть железная дверь на хранилище банка. Это препятствие, да, то есть вы как персонажи можете попытаться разрушить эту дверь и, соответственно, преодолеть этот аспект. У него какая-то сложность своя, да, может быть назначена мастером. Вот. И то же самое может быть гоблином. То есть гоблинская засада для ваших крутых персонажей может быть даже не противником. Это может быть небольшая преграда, чисто для смеху, да, и вам нужно будет кинуть один кубик для того, чтобы раскидать этих гоблинов, пойти дальше. Вы сами выбираете масштаб свой. Ну вот по кубикам, в принципе, по проверкам более-менее понятно. Ты упомянул хитпоинты и вообще, я так понимаю, чарлист какой-то все-таки есть. Что вообще в чарлисте, как определяются хитпоинты? Все, что есть в чар-листе. 5 ваших аспектов, ваша пирамидка навыков, ваши трюки, ваш стресс и ваши последствия. Как определяются вот эти хитпоинты, которые разделяются на два вида – стресс и последствия? Смотрите, по стрессу очень много ситуативных каких-то микроправил. Вы можете отображать ваш стресс, да, как вам угодно. Но мы возьмем самую основу, которая в книге дана, как база. И пока не будем отходить. Ну, то есть я просто заранее говорю о том, что это можно изменить, если что-то не нравится. Игра советует, что вы можете подстроить. Но по базе. У вас есть единичка стресса на 1, и, ну, кубик стресса на 1 и кубик стресса на 2. Что это такое? Когда вы сражаетесь с противником в прямом конфликте, пытаетесь ударить друг друга мечом, к примеру, да, вы бросаете свою атаку против защиты противника. Если ваша атака больше защиты противника, вы получаете на этом противнике сдвиги на атаке вашей, да? Эти сдвиги противник должен поглотить. То есть, по сути, вы получаете некоторые пункты урона, которые наносите противнику, и противник должен его захавать. Как он может это сделать? У него есть два пути. Первое – это потратить ячейки стресса. Второе – это потратить ячейки последствий. Проблема в том, что последствия – это уже глобальные такие большие ХП-персонажи, которые с ним остаются на какое-то время. Но это не совсем ХП, они разные могут быть. Они вообще не отражают, может быть, даже вашу физическую выносливость какую-то, но это проще говорить на примере, потому что иначе сложно рассказать. В общем, попали вы по противнику мечом, у вас атака больше на 2, чем его защита, вы нанесли ему 2 сдвига урона. Если он может поглотить это стрессом. Стресс закрывается до конца боя, когда поглощаются вот эти сдвиги. Это можно расценить как броню, например, да? Но это не является физической броней, это скорее... Подустал я, вот примеры мои стали менее острыми. Стресс – это нарративная броня, вот так даже скажем, да? Это сюжетная броня вашего персонажа, это любые факты, которые могут произойти, которые расскажут о том, почему персонаж не получил урон. То есть это стресс называется в системе. Это не буквально стресс персонажа, который он переживает, когда у него сессия на носу, но это описывает в себе весь перечень любого запаса устойчивости персонажа, да, которая лежит той гранью перед тем, как он получит настоящие проблемы в виде последствий. Фух. Сюжетная броня, да, метка, это принцип. Когда считается, что персонаж вот умирает? При каких обстоятельствах? Но здесь ответ трудоемкий, потому что, в принципе, никогда. Потому что почему? Вот у вас есть 3 последствия. На 2, на 4 и на 6. Предполагается, что
Когда вы получаете урон на 2, на 4 и на 6 и закрываете все свои клеточки последствий какими-то травмами и ранами, следующий урон, любой, который вы не сможете поглотить, а может быть у вас стресс остался, да, он вас выведет из конфликта. Вы выйдете из конфликта и не сможете в нем дальше участвовать. Фейт никогда не говорит о том, что случается в нарративе. То, что вы вышли из конфликта, еще не говорит о том, что вы умерли. Если это уместно. Но если не уместно, то вы умерли. Об этом, в принципе, стоит договариваться изначально. Это как... не знаю... Упал в сбился ДНД. мысли. Ну, может быть, ты упал, потерял сознание, бой пройдет дальше без тебя. Может быть, ты провалился в яму в полу. Может быть, тебя утащили злые пауки, и теперь ты очнешься в коконе. С тобой произошло что-то, что точно не позволит тебе дальше участвовать в конфликте. Ты точно не выбыл на своих условиях, да, с тобой произошло что-то нехорошее для тебя. Но если не стояла ставка в этом конфликте жизнь, то ты, скорее всего, не умираешь. Иногда мастер может сказать, вот сейчас, если вас выбивают, вы точно сдохли. Такое может быть. Но в целом, в основном, вы играете не про выживание. Как я говорил, Фейт пытается симулировать процесс фильма. И если в вашем фильме не кажется, что персонажи должны вот взять и умереть, конечно, они будут в смертельной опасности. Вот для героев истории они в смертельной опасности, но для вас, как игроков, это не обязательно должно быть так. Вот если вы не хотите, чтобы персонажи умирали, ну договоритесь об этом, и тогда, выбывая из конфликта, они пропадут куда-то, исчезнут, получат травму, но не умрут. Их Понятно. утащат, украдут там, да? Вы как-то это разрешите. Вот, примерно это и случается. Вы выбываете из конфликта, но что это означает для ваших персонажей, вы обсуждаете за игрой. Это как бы главный принцип фейта, да, практически любой исход вы разрешаете совместно усилиями стола. Никогда фейт не диктует в нарративе, что случилось. Вот атаковали тебя, нанесли 4 сдвига, непонятно, это рана или это что? Вы уже сами решаете. Может быть, легким стрессом отделался, броня действительно заскрежетала, от удара меча высекла искры, но сдержала удар, вы стресс закрыли, дальше пошли. Может быть, броня не смогла сдержать весь удар, и меч прошел кончиком, сломав вам ребро и надрезав кожу. И действительно начинается небольшое багровое пятно на боку, но вы можете сражаться, это только небольшой дискомфорт, это легкое последствие. Может быть, у вас не осталось уже ресурсов, и вот эти 4 сдвига урона будут для вас средним последствием, потому что вам надрубит руку, и вы не сможете держать меч. Вы вольны как бы трактовать это, как вам интересно и уместно. Ну, естественно, тот, кто наносит последствия, может выдавать какое-то более весомое, да, значение. То есть если вы намеревались руку отрубить противнику и нанесли ему 4 сдвига урона, ну, логично, что он хотя бы руку эту порежет. Может быть, она не отрублена, потому что это бы соответствовало тяжелому. То есть нужно было бы еще 2 сдвига урона где-то насосать. Фейтпоинты отдать или еще что-то. Да, но на среднем, возможно, эта рука типа порублена. На ней тяжелая рана, и ей тяжело пользоваться, но она не отрублена еще. Ну, понятно. Ты тут упомянул, что общие договоренности, все вот это вот, как бы вопрос сам собой напрашивается, потому что так или иначе игроки могут разойтись или что-то может там произойти, вот эти вот споры, да, а я хочу, чтобы вот это произошло, второй говорит, а вот нет, как это все решается, заканчиваются жетоны, как вообще эти споры разрешать? Я хочу вот так, а другой хочет по-другому. Да как в любой игре, любой другой, либо вы доверяете авторитету мастера, и он говорит, будет сейчас вот так, как я решил, и вы говорите, окей, мы выбрали тебя мастером ровно для этих ситуаций, чтобы ты разрешал наши споры и был для нас авторитетом. Либо если вдруг по какой-то причине мастер для вас не авторитет, или у него вдруг нету тоже решения готового, ну, блин, потратьте на это минуту и договоритесь, как люди просто такие, блин, чуваки, что с игрой-то будет делаться вообще? Сейчас давайте решим уж наконец. Ну, как в любой другой игре это решается? Это человеческий фактор, ни одна система не даст на него ответ, ну, никогда, никакая. Как часто вообще такие ситуации возникают, потому что сама система, она как бы к таким ситуациям подталкивает?
С новичками и с несыгранными группами, ну, волен признать, достаточно часто. Когда вы плохо синхронизировали свой нарратив, когда вы плохо договорились о том, во что вы играете, что у вас уместно, а что нет, когда вы не доверяете друг другу и не можете до конца доверять мастеру, да, такие ситуации будут возникать. В Фейте, наверное, больше, чем в других системах, потому что слишком многое зависит от Мгм. интерпретации. Ну, правда. То Ну есть, тогда, если в да, ДНД вы кинули кубик, выкинулась двадцатка, и вы по факту знаете, что произошло, дворф в полетел, Фейте да. это может породить спор. Но если вы играете с людьми, которым вы можете доверять, если игроки в целом вы достаточно высоко ценят авторитет мастера, а мастер волен использовать свой мастерский произвол во благо, э, то вы можете разрешать все эти конфликты до их начала. В целом, я в это верю. Мгм. Ну, я думаю, что да, в новых пачках стоит тогда упомянуть просто, что мастер выносит финальный вердикт, и все. Так это и в системе указано, что последнее слово всегда за мастером. Окей. Какие-то еще вопросы у кого-то есть? У меня всегда есть вопросы. Да, Тебе вот мало, сейчас мы тебе подкинем. по Э, поводу, Да. еще одну секунду, да, по поводу последствий, все зависит от нарратива, а, и если вдруг ваша игра не совсем стандартных героев, не совсем стандартных героев, да, то у вас может быть совершенно смещенный этот компас последствий, потому что вот Ани как-то играла абсолютно бессмертным воином, полностью бессмертным, он не мог умереть, чисто физически, это было внутри закона мира. И когда его разрубили надвое, располовинили, это было для него легким последствием, типа небольшая проблема, с которой он справился за несколько минут. Ну, типа, это не составило для него никаких проблем. Если вы играете за детей, то есть за каких-то школьников, да, вы там жесткий школьный хулиган, и вас ударил по лицу байкер, на которого вы нарвались, ну, для вас это, скорее всего, тяжелое последствие будет, да, от его удара, ну, если хватает, там, то есть сдвигов, если по нарративу, э, потому что потому что это тяжело пережить такое, если вы школьник. Если же вы древний вампир, и вас стреляют из пистолета куда-то в область живота, это, возможно, вообще даже не последствия. Типа, сами определяйте, какая модель травмы для вашего персонажа актуальна, как легкая, средняя или тяжелая, да? Я ближе к этому веду. Мгм. Если Окей. ваш персонаж очень жесткий, да, то то, что любого человека убивает, для него может быть легким. Если ваш Ну, персонаж, наоборот, кажется слабым, то для него синяки и порезы могут быть средним, если он вообще никогда не участвовал в драках. Или сломанное ребро может быть уже тяжелым, если мы играем прям про совсем обычных людей. Если мне ребро сломают, я буду лежать и стонать, я никуда не пойду, ничего делать не буду. Понимаете, это будет тяжелое для меня последствие. А герой фэнтези не заметит сломанное ребро, это, возможно, даже в нарратив не впишется как последствие. Ну или как максимум легкое. хорошо. Что из себя представляет подготовка к игре со стороны мастера, со стороны игроков? То есть это какие-то карты или это просто договоренности? Что из себя представляет, скажем так, я понимаю, что сложно как-то обобщить, но стандартная, обычная подготовка для игры за столом и для игры вот в онлайне? Да сложно сказать, нету вот здесь какого-то регламента. Ну, вам нужны аспекты, мастеру неплохо было бы подумать, о чем вообще ваша игра и чем герой будет заниматься, Мгм. и держать это в голове. Ну, некоторые прописывают сюжетки, водят по ним, некоторые на импровизации держатся. Чисто пришел на игру, пришла хорошая идея, навязал, и теперь играете в это ближайшую сессию. Типа, как-то так это все может происходить. Но это чисто личное. Вообще ничего нельзя сказать по этому Мгм. поводу. Все, что вам нужно, это написать аспекты, раскидать навыки персонажам. Можно станты не писать, ну, эти трюки не писать, потом арендовать, короче, на игре придумать. Можно даже аспекты не писать особо. Два написать главных, хай и трабл. Вот. Трюки не раскидывать и все, идти играть. На игре, короче, такой думаешь, хочу кубик кинуть, какой навык? Давай будет четвертым. Записываешь себе в чарник четвертый навык, который кинул. Ну, теперь он там. Потом третий на какие-то запишешь, двоечки запишешь, единички. Вот так по порядку будешь записывать, какие навыки у твоего персонажа есть.
Ну, это Ну, я если ты так, совсем ага. ультра ленивый, если ты не смог написать 10 навыков, вкинуть в персонаж, то можно так. Аспекты потом подумаешь такой, блин, давай прикольно, если я алкаш. Ну, типа, все, напишу, что я алкаш. Мгм. А, я так понимаю, что фейт-система вообще очень хороша для импровизации, в частности, для развития там фантазии, импровизации в играх. Что делать, если кто-то хочет играть там в историю мастера, например, есть ли такие понятия вообще, как готовые приключения, и что с этим делать, стоит ли что-то придумывать мастеру? Да, стоит. Готовых приключений для Фейта я не знаю, честно сказать, ни одного Мгм. вроде как. Можно попробовать взять готовое приключение из другой системы и попробовать смысловую часть как-то перенести и примерно по основным вехам этого приключения пройти, брать его за основу, да, как событийную. Почему нет? Вы можете попробовать. Но Fate — это система без сеттинга, Мгм. поэтому для нее не может быть никаких готовых приключений. Но, как я говорил, есть сеттинг-буки, написанные просто авторами, изданные там кем угодно. В них, возможно, будут какие-то заготовки. Черт его знает. Я не эксперт по мирам Fate, по сеттингам. Ну, допустим, вот есть какое-то приключение, у меня тут скорее вопрос, если каждый может буквально перелепить его как угодно, стоит ли что-то подготавливать? Да, потому что вы как мастер всегда все-таки должны это все вместе сшивать и держать в голове. Вообще в книге есть пример, как готовиться к игре. Я сейчас вспомнил об этом. Вы садитесь, значит, с игроками и говорите: чуваки, в чё играем? Они вам говорят примерно в каком жанре, сеттинге, да, в какой декорации вы будете играть, про что. Они такие: хочу постапокалипсис. Постапокалипсис, как в Мэд Максе, с пустыней, дизельным топливом, на тачках таких ржавых с шипами. Вот. Хотим так. Ты такой: окей. Давайте напишем аспекты нашей игры. Дизель-панк, как в Безумном Максе. Постапокалипсис. Вода на вес золота. Вот мы написали это, и это наши факты нашего игрового мира, это аспекты мира, да, будут называться так. Они будут всегда лежать у нас, никуда не уйдут. Дальше мастер говорит: а кто ваши персонажи? Что они вообще делают? Вы пишете своих персонажей, даете им какие-то траблы. Их траблы могут содержать в себе какие-то привязки, да, то есть если чувак скажет: я воин на службе железного моторного легиона, то вы такие: оба-на, а что за железный моторный легион? И такие: хорошо, давайте разовьем. И оказывается, вот теперь у нас на игре есть железный моторный легион, что это такое? Мы это все опишем, и это станет какой-то важной фракцией в нашей игре. А Мгм. другой скажет: а я, наоборот, молюсь богу слепого ветра, и наша церковь набирает силу. И теперь у нас есть еще церковь бога слепого ветра, которая противостоит этому железному легиону, и между ними пизделовая. Персонажи такие, как бы между двух огней мечутся, и вот какая-то у нас такая уже игра получилась. Ну, примерно как-то так. Мы берем персонажей, из них пытаемся развить окружение нашего мира. Это если мы прям с нуля. Мгм. Никто не запрещает сказать: чуваки, а сегодня мы играем по ВТМ, по фейту, короче. Мы сейчас несколько правил подумаем, как применить, э, Ауф. типа там, что там у них, что там у вампиров, жажда крови там, да, придумаем, как это все у нас будет работать, напишем какие-то аспекты. Вы знаете, как работает ВТМ, я знаю, как работает ВТМ. Если что, мы обратимся к ВТМовским книжкам, а правила будем использовать эти. Потому что правила фейта могут отразить, в принципе, любой Мгм. нарратив в целом. Ну, я так понимаю, что все игроки должны изначально подвязывать своих персонажей вместе, и мастер должен это все тоже курировать, потому что иначе оно все Ну, разбежится, очень желательно, да. сползет с ног. Доля курирования всего на мастере в фейте в начале очень большая. Ну, типа, если мастер не если мастер не проконтролирует, чтобы все, что придумали сейчас игроки, и было связанным и могло играться в одной игре, то у вас будут проблемы. Если Мгм. мастер не сможет придумать из того, что напридумывали игроки, какую-то игру, фракции, проблемы, врагов для них, у вас будут проблемы. Но с другой стороны, как бы нет ли делали мастеры испокон веков в любой игре? Ну да, да. Насколько вообще велика роль мастера внутри игры? То есть до игры, понятно, в подготовке там мастер очень много чего решает.
что решает мастер на самой игре. Насколько он равен с игроками в плане подачи вот этого игрового мяса и насколько нет. Здесь ответ двоякий, потому что есть две крайности. Крайность первая. Мастер может быть тираном, который ведет вас по чугуневым рельсам и использует свои навязывания для того, чтобы вы ехали по ним. Это плохой такой вариант, очень крайний. Но если его не доводить до крайности, да, то мастер может рассказывать свою историю. Мастер может придумать историю и рассказывать ее. Игроки будут в эту историю вплетены, потому что их аспекты будут внутри этой истории мастером зашиты, если он хороший человек и подумал о том, что его персонажи были частью истории, да. И у нас персонажи чисто аспектами будут с историей связываться постоянно, каждый раз, когда мы будем призывать их аспекты. И мастер, да, мой мастер может взять все в свою железную руку и проводить игру так, как он видит, делая интересные какие-то ситуации с помощью навязывания жетонов судьбы, ну или просто ведя игру как обычно. Игроки, если хотят играть в то, что предлагает мастер, наверное, не будут ему мешать. Ну, по крайней мере, я бы так сделал. Я бы не мешал мастеру, придумывая какую-нибудь странную дичь, которая никак не связана с нашей игрой. Типа, если мы идем освобождать принцессу из замка, вряд ли я пойду делать заявки, как я, не знаю, ложки ворую из таверны. Это странно будет. Но это так в любой игре, в принципе, да. Игроки не должны рушить то, что принес им мастер. А мастер может ничего не принести. И тут как раз-таки Фейт играет с другой стороны. Очень интересно. Потому что игроки могут принести себе игру сами. Если мастер очень овощной, не может ни хрена придумать, и вообще у него что-то не задалось, то игроки могут говорить: мастер, давай я навяжусь, мастер, давай мы тому игроку навяжем что-то, мастер, давай это, давай то, и роль мастера только говорит: да, давайте. И если игроки золотки и придумывают классные вещи, они могут провести себе игру без единого решения мастера, которое он, знаешь, сам придумал. Ему нужно только поддакивать и говорить: да, пусть так и будет. Поэтому вот, например, у Ани был, кажется, пример игры, когда мастер попался овощной и ни черта не делал, и игроки целый сезон игры, сколько вы там играли, короче, много-много сессий, сезон целый, да, протащили чисто на себе. Они сами себе придумывали конфликты, сами себе их решали. Мастер только такой: да, отыгрывал персонажей, но именно активную позицию не проявлял. И у них получилось так сыграть. Вот. Но это, конечно, надо, чтобы игроки еще хорошие подобрались. И тут, как всегда, все зависит от компании. Вот. Поэтому тут сложно что-то сказать однозначно. Ну, как пойдет, как получится. В принципе, у игроков есть все нужные инструменты для того, чтобы самим взять полозы ведения игры, да, и что-то с этой игрой сделать. Если они распорядятся ими хорошо, они могут сами себе запилить неплохие моменты на игре. Если распорядятся плохо, ну что ж поделать. Ну это если мастер попался, как бы, да, такой. Может быть, мастеру так нравится. Может быть, мастер играет в более пассивной какой-то сфере, и он смотрит, что для себя придумывают игроки, поддерживает это, активно играет, вводит им проблемы, да, которые они сами себе анонсируют, и смотрит, что они придумывают. Так, наверное, тоже вводят. Классно. Бывает так, что мастер свою историю рассказывает, и как бы... Я вот играл, где у мастера были очень классные истории, он играл в импровизационном жанре, и как бы он их заранее не готовил, просто пришло ему что-то в голову, он навязал, и мы поддерживали весь его нарратив, и у нас все классно получалось. Ну да, есть мастера гении импровизации. Тут вот вопрос тоже, я так понимаю, вопрос очень-очень глобальный, но в целом, какие системы сюжета стоит переносить, пытаться переносить в Фейт, а какие нет? Я понимаю, что ты можешь сказать сейчас вообще любые, но есть какие-то предпочтения, то, что делают чаще? Что такое система сюжета? Можно пояснить? Я никогда не сталкивался с этой фразой. Какие системы, например, стоит убирать? Вот Механ, например, тот же ВТМ ты упомянул, и играть по Фейту. Ну, то есть что вообще можно туда из систем перетащить? Мое ни на чем не основанное убеждение, что ВТМ лучше будет играться на Фейте, чем на родной системе. Я пытался ее почитать, мне не понравилось. Я считаю, что Фейт лучше подойдет, потому что суть вампиров — это персонажецентричная драма, да, как они говорят, персонал хоррор, персонал драма, а Фейт имеет все инструменты для поддержания драмы. Ваши
проблемы, будут играть на этой игре с помощью жетончиков. Вот. Типа, поэтому мне кажется, что как раз ВТМ можно неплохо перенести. А ВТМ на ПБТА можно играть. Есть даже Urban Shadows, кстати. Это к вопросу в чате. Что еще можно перенести? Shadowrun, Киберпанк, Ведьмак, вот самые такие популярные, которые у нас были. Все, абсолютно. Я играл в Киберпанк, Аня из чата играла в Shadowrun. У нас чуваки прямо сейчас водят по Ведьмаку, что угодно, типа, что хотите. У Фейта нету стен, понимаете? Вы не упретесь в стены, их нет. Это его проблема. Стен нет, они не поддержат вас, когда вы упадете. Но если вы большой и классный, то стены вам не помешают, вы в них не упретесь, и они вас не ограничат. Это такая вот метафора, которую я только что придумал, как бы. Но я в целом так понимаю, что Fate меньше подойдет тем, кто любит упарываться в цифры, потому что там цифр очень мало, их практически нет и так далее. И в то же время, не знаю, как мне кажется, как человек, который играет в Словенске довольно много, вот с этими вот перебрасываниями жетонов очень много разрола. Чего? Разроливание, выхода из роли. Тут, да, Fate сильно обращается к метагейму постоянно. Он это делает, и вы этого никак не избежите. Если вас это не корежит, если вы не любители играть в бесконечный какой-то ин-персонаж ран, то тут да. С другой стороны, я самолично играл в игру, где мы играли много-много часов, не выходя из роли, практически чисто вот в глубинную персонажецентричную драму. Просто мы систему мало использовали. У нас были навязывания, когда им надо, а когда не надо, у нас были двухчасовые диалоги. Ну, я вполне верю, что очень сыгранная команда может перебрасываться теми же жетонами абсолютно молча, не выходя из роли, но это, опять же, скорее такой исключительный. Ну, молча это не сделать, потому что нужно рассказать, почему жетон отправляется игроку и за что, и какие последствия. Прям совсем, ну, вот. Ну, облачать это во внутриигровую информацию красиво тоже. Но это сложно будет. Можно попробовать, но я бы, не знаю, я просто не апологет вот этого хардкорного какого-то хардкорной игры от персонажа нон-стоп, вот этой максимальной иммерсии. Наверное, кому-то нравится и классно. Я любитель режиссерской позиции. Я представитель тех, кому нравится. Да, кому нравится, тому классно. Я любитель режиссерской позиции. Я могу играть долго, сколько угодно, сколько надо от персонажа, но когда мне надо что-то от игры, я рассказываю о том, что происходит как бы с игрой в целом и с моим персонажем. Да, как бы издалека. Я и так Fate понимаю. помогает мне в этом. Вот Fate в режиссерскую позицию хорошо вкрадывается и помогает вам именно с режиссерского кресла управлять повествованием с помощью жетонов. Ну да, в частности, поэтому еще Fate подойдет тем, кто любит много нарративных прав, но, скорее всего, не очень понравится тем, кто любит меньше. Ну, либо как-то, может, персонажи, точнее, игроки будут менее активными в этом процессе. Да, с хорошим мастером можно вообще нарративные права не брать. Он, типа, мастер сам все сделает, типа, а вы будете только балдеть и кайфовать. Он просто вам все нужные навязывания предложит. Вот. Такое бывает. Я вот так играли. Ну вот в плане заметочки, кстати, да, в ВТМ для заявленного жанра в корнике в самом явно не хватает каких-то, может быть, учтенных данных, хотя, ну, в моем личном, когда я принимаю персонажей, есть. В 5 они вписали немножечко этого тоже, но да, в корнике касательно того, в какие жанры игры можно играть в Фейте, в какие не стоит, и какой кайф от игры получать, да? Действительно, это факт. Глубинная тактическая боевка по клеточкам на Фейте невозможна ввиду отсутствия клеточек и глубинной тактики. Вы можете... Смотрите, тут простая грань. Вы не можете играть в XCOM, именно руководя отрядом XCOM, придумывая, как вы будете этих пришельцев сейчас тактикульно нагибать. Вот вы не сможете тактикульно нагнуть пришельцев. Но вы сможете поиграть в фильм про тактикульное нагибание пришельцев XCOM. Ваша тактика будет не буквальными действиями, да, исходящими из тактического соображения, а оно будет заявками, что я действую тактически. Понимаете, о чем я? Вы можете симулировать жанр
какое-то Я тактическое действую поёмки очень на фейте. тактически, очень тактически подкрадываюсь, очень тактически их убиваю. Ну, типа, вот нету действительно механик для глубокого геймистского удовольствия. Мало их для этого. Но много механик для построения сцены, сюжета. Вы можете сделать сюжетку про отряд XCOM, да, и у вас будут тактические, у ваших персонажей будут тактические сражения, но у вас, как игроков, будет история про отряд XCOM. То есть тут надо понимать. Да, в глубинный какой-то, в глубинный тактон Fate Core не позволит вам поиграть. Но существует такая игра, называется Нудмер Город-Ключ. Это хак на Fate. И он, блядь, такой душно кранчевый, что там группсовики, наверное, обалдеют от того, насколько он такой вот весь из себя. Так что в нем можно попробовать. И он вообще про тактическое противостояние фракций. Нудмер Город-Ключ называется. Как бы, если прям очень захотелось Фейт ёбнуть под какую-то тактику зубодробительную, то не все потеряно. Но Fate Core слишком много потребуется изменить, чтобы это реализовать. Вот. Fate Core больше про истории. Он про истории, которые вы делаете, и вы вольны влиять на события в этих историях уже постфактум. То есть, если во всех других играх, практически во всех, у вас есть кубик, и вы его кинули, и кубик определяет, что произошло, то в Fate есть еще одна перегородочка, вы фейтпоинтом можете сказать: нет, не так все-таки. Конечно, я получил -2 и ни хрена не прошел проверку, но у меня гора фейтпоинтов, вот они тебе, мастер, потому-то, 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 я все-таки победил. Вот если прям очень захотелось, да, вы можете дожать свою победу, когда вроде и не должны. Конечно, вы за это расплатитесь. Вы потратите свои фейтпоинты, и вам придется брать какие-то другие осложнения. Ну, в целом, я так Вот. понимаю, еще он хорошо подходит тем, кто любит неожиданно интересные повороты, вот приключения, это вот оно. Ну, наверное, это позволит, да. Прям про неожиданные интересные повороты можно, но не обязательно, потому что есть одно неоглашенное правило Fate. Fate, он про открытость. Он про то, что вы за столом друзья, что вы друг другу доверяете. Это важное правило. Оно, к сожалению, нигде не написано, но это правда. Если вы не будете друг другу доверять, если вы не будете друзьями, если вы не захотите вместе сделать классную игру, у вас не поедет телега. Если вы друзья и вы классные и хотите сделать клевую игру, вам сложно что-то друг от друга прятать. То есть, скорее всего, у вас все штуки будут на виду, потому что, чтобы весело играть вместе с вашими общими аспектами, они должны лежать. Если у мастера есть персонаж злобный, какой-нибудь тайный вампир, да, то у него, скорее всего, будет какой-то аспект, который это отражает. Может быть, там не будет написано «злобный тайный вампир», буквально. Может быть, там будет написано по-другому, что-то вроде «тайный, не знаю, большой секрет в тайной коробке», что-то такое за пазухой. Очень замысловатый какой-то аспект, да, но факт будет в том, что у него будет аспект какой-то, и вы его, скорее всего, сможете прочитать. Вообще некоторые люди, особенно в онлайне, прячут аспекты, то есть скрывают своих персонажей, это позволяет делать онлайн-площадки. Мне больше нравится, когда они открыты, я так какое-то доверие к себе, что ли, чувствую. Я их никогда не смотрю, персонажей мастера, не открывая их аспекты игромеханически. То есть у персонажей есть действие открыть аспект какой-то, да, либо создать новый, либо раскрыть аспект персонажа мастера. Выполнив проверку, можно вот узнать что-то новое о персонаже мастера. И если вы играете за столом, то у мастера персонаж, скорее всего, написан на листочке, и этот листочек лежит где-то неподалеку от вас, вы, наверное, можете в него посмотреть, потому что ширма не предполагается. И мухлёж на кубиках тоже не предполагается, для чего вообще ширмы существуют. И правил не так много, чтобы на ширмах размещать. Тут есть буквально один листочек, в котором все шпаргалки по правилам. Один маленький такой листочек. Вот, поэтому у вас нет ширмы, и ваши чуваки, злые злодеи, лежат прямо перед глазами игроков, и если вы в реале играете, вы, скорее всего, их видите. Ну а зачем вам скрывать, потому что вы скажете: блин, да это же злобный дикий лич, тайный какой-нибудь, не знаю, чушь уже несу. У тебя же хитрый злобный лич, давай он мне засаду устроит, скажет игрок. И мастер скажет: ёб твою мать, да давай.
засады хитрого злобного лича. Вот прямо сейчас, бам, вы уже сражаетесь в засаде. А все почему? А все потому, что игрок изначально видел аспект лича, хотя персонаж его никогда ни о каком личе и не слышал. Вам, как игрокам, полезно знать о том, что происходит вокруг ваших персонажей. И нужно четко разделять знания персонажей и знания игроков, потому что Fate предполагает, что вы, различаете. Без этого как бы трудно уехать. Ясно. Ну, у меня пока вопросов нет. Если они есть у кого-то из чата или кто-то хочет с нами поговорить, можно поднять лапку, я добавлю. Там начался срач, я уже не успеваю за ним следить, я ничего не могу. Это не важно, это не срач, это флот. Пришел Трик с какими-то важными вопросами, но я их просмотрел, и теперь это просто обсуждение, я не могу понять, есть ли какие-то вопросы. Вот, удушение происходит в тот момент, когда ваша экономика фейтпоинтов дает сбой. И вы сидите, как овощи, у которых нет жетонов, и которые не могут повлиять на броски и вводить полезные нарративные факты. Трикс, а ты говоришь, что я хочу самонавязаться и делаю то-то. И если ваш мастер не играет против вас, и он не мудила, то он скажет, да, давай. И тебе дают фейтпоинт. У тебя в руках буквально есть инструмент наращивания своих жетонов. Что тут еще можно сказать? Можно сказать, мастер, давай навязывание, заебал. Так тоже можно. Это не игровой инструмент, но вполне себе приходящий время от времени на выручку. И мастер такой, блин, что-то действительно я давно не навязывал, давай что-нибудь навяжу. И что-нибудь придумает. Может быть, не прямо сразу, а потом. Но вот. Но это игровой момент, а не системный. Как бы такой, типа, чисто между людьми, да? Мне кажется, по крайней мере. В системе же есть правила, как навязывать? Есть. Если мастер не навязывает, система виновата? Мне кажется, вряд ли. Трикс еще не начал задавать вопросы. Так, пропустил ли я что-то по правилам важным? Вроде нет, я могу подсуммировать, есть, что до начала игры... Угу. Да, Я до могу начала еще игры... парочку минорных правил пояснить. У нас есть вообще система прогрессии, то, о чем не сказали. Вот. Она не самая глубокая. В вашей игре мастер может задать вехи, так называемые. В ДНД, если я правильно понимаю, есть принцип начисления опыта не от убийства противников или еще чего-то, а о прохождении вех. То есть, когда вы закрываете какой-то важный сюжетный отрывок, вы проходите веху и получаете опыт. И вот в Фейте то же самое. Достигнув малой вехи, совершив какое-то важное для игры событие и пройдя его, вы можете переименовать один аспект, поменять местами значения двух навыков, заменить один трюк на другой, выбрать новый трюк, уменьшив обновление на 1. Вообще малая веха – это, в принципе, практически любая сессия, на которой вы что-то сделали. Это больше правило потому, что вы можете гибко изменять своего персонажа между сессиями, если желаете. Если вам кажется, что ваш персонаж может где-то измениться, то почему бы и нет? Он не высечен в камне. Значительная веха, когда вы уже достигли какого-то значительного успеха в вашей совместной истории, например, в конце какой-то сюжетной арки или большого куска истории, вы можете получить плюс 1 очко навыков, которое можете потратить или сохранить на будущее, добавив себе новый навык на плюс 1, потому что пирамидку нельзя нарушать. То есть у вас все в пирамидке, вы не можете добавить себе навык на плюс 5, потому что четверка будет пустовать. Вы четверку на плюс 5 перенесете, четверка будет пустовать, так быть не может. Поэтому вы можете поднять себе еще один навык на плюс 1, и дальше, проходя вот эти значительные вехи, сможете поднимать свои навыки. Также вы можете за крупную веху увеличить свое обновление. То есть то обновление фейтпоинтов в начале сессии, которого изначально 3, по протяжении истории может увеличиваться. А это значит, что у вас будет больше фейтпоинтов, которые позволяют вам влиять на игру более активно и чаще блистать. Либо вы можете просто взять трюки, что будет означать, что вы берете какие-то спецобилки для своего персонажа. И, по сути, это отражает прогрессию.
Вот. Ну и также вы можете переименовать свою концепцию, если в этом есть необходимость. То есть если вы достигли чего-то в игре и ваш персонаж изменился, вы можете отразить это изменение. А так как аспекты – это нарративная и игровая правда всегда, то, отразив это изменение, вы получаете все особенности, связанные с новыми обстоятельствами. Были младшим конюхом, а стали пажом при дворе императора. Ну, поздравляю, вы получаете все как бы плюхи пажа при дворе императора, потому что это факт, вы он. Вы можете перенести свои навыки, перетусовать их для того, чтобы отразить ваши новые компетенции. Потому что навыки, по сути, не отражают столько обучения персонажа, сколько отражают, скажем так, возможность персонажа влиять на сцену. То есть можно еще так их отражать. Ну, можно думать, что это все-таки действительно компетенции и оставлять их, не меняя. Да, а можно предполагать, что навык определяет то, в чем персонаж просто чаще будет успешен. Вот. И тогда их можно свободно менять и тусовать, и вот говорить, появились у моего персонажа деньжата, хочу, чтобы он чаще решал вопросы деньгами. И поднимайте навык ресурсов. Да, как раз-таки касательно каких-то вещей, которые в других системах представлены. Вот часто у нас есть деньги как деньги, это законченное число. В Фейте деньги – это навык ресурсов, который определяет ваше материальное обеспечение. Это вот вещи, которые вы можете себе позволить, буквально ваши финансы, ваши какие-то вклады, закрома. Высокий навык ресурсов говорит о том, что вы успешнее преодолеваете препятствия по игре, которые требуют трат каких-либо или обладания чем-то. Вот. Низкий навык ресурсов, соответственно, иное. И вы можете варьировать это все в зависимости от того, сколько у вас чего. И как вы хотите, чтобы это влияло на игру. Но опять-таки темы уже сложные, глубокие, не то чтобы супер важные. Самое важное – это понять, что такое аспект и что такое жетон судьбы. В принципе, с этим вы уже можете играть вполне. Вот в чатик скинули короткую табличку, которая отражает все, что есть. У нас есть, получается, 4 действия. Это создать аспект или узнать аспект. У нас есть преодоление аспекта, это вот самое верхнее, да. У нас есть атака и есть защита. Это все действия, большие группы действий, которые могут совершать персонажи. Они могут атаковать, нанося фактически вред, выбивая стрессы и нанося последствия врагам. Они могут защищаться от этой атаки, да? Они могут создавать новые аспекты, изменяя окружение в свою пользу. Либо они могут преодолевать аспекты, которые уже есть, которые являются для них препятствием. Вот. В принципе, все действия, которые персонажи совершают, оцифровываются вот по этим вещам, по этим группам. Отлично. Я думаю, что если будут какие-то еще вопросы, мы можем сделать еще один подкаст. Мы соберем просто вопросики, если они будут. Вот. И просто хотела подсуммировать, что как это вообще все проходит, да, вот хочу поиграть. Нужен, во-первых, мастер, который знает систему. С мастером уже игроки договариваются, какого рода мир они будут создавать, какого рода мир у них есть для игры. Если на это нету, допустим, какой-то особой авторской изданной книги, можно сделать все свое. Ну, как бы скорее наоборот, да, если она есть, то можно взять ее посмотреть. После чего создается персонаж по вот этим вот, собственно, карточкам. Чарник будет в видосике. И все, в общем-то. Можно, я думаю, сильно не углубляться даже в какие-то особые там правила, чтобы просто поиграть. Вообще в книжке есть раздел мастера, конечно же, который описывает вам, как готовиться к играм, как водить игры, как оцифровывать противников и все, что я говорил, оно, естественно, в книге есть, я просто не могу рассказать все сразу и все полностью в голове. Да, Потому вот. что книжка – это 300 страниц, это вам не словеска. Как оказывается, это и не нужно. Вон я за 2 минуты подытожила все это дело. Я уверена, что при желании можно это сократить до небольшого конспектика. Вот. Да, ну, конечно, мы говорим с большими упрощениями, с очень большими упрощениями и упущениями, да, но мне кажется, суть была все-таки схвачена за хвост сегодня, Да, по крайней мере, по тем темам, которых я хотел коснуться. понятно, что это, понятно, для кого это, зачем это, и, в принципе, здорово, спасибо, что
это все спровоцировал, скажем так. Да, спасибо, что послушали, люди, которые слушали, очень приятно. Никто никогда меня не слушал, а вот пришли. Ну, это так, шутки. Да, в общем-то, спасибо за внимание. Горло болит. Пойду, пожалуй, пить чай, есть мед, отдыхать. Вот. Давай. Если что, тут есть канал Fate. Я иногда в него захожу и проверяю, не написал ли кто-нибудь какие-нибудь гадости о моей любимой системе. И там можете меня найти. Да, чтобы найти систему Фейт, вы можете опуститься чуть пониже, в инфо есть темка роли, и там можно ткнуть в роль Фейта, откроется чатик. Ну или написать вон Юрию во флоде. Да, поэтому я, наверное, на этом все. Давайте всем Да, покеда. всем спасибо, пока-пока.